Всем привет! Продолжаем проходить антологию черных картинок. Little Hope называется она. Полетели, новая игра. Когда я проходил ее первый раз, по-моему, у меня получилась не самая лучшая концовка. Много кто помер. Так что попробуем спасти всех в этот раз. Одиночная игра. Новая история. А вот это вот интересно, что Куратор Скат. Вот это оригинальная версия. Основной путь. А тут другой путь почему-то. Давай попробуем, мне это интересно. Ну, тогда посмотрим альтернативную концовку и заодно попробуем всех спасти. Little Hope. Это город так называется. Закусочная у дороги 21:42. Мы долго будем автобус этот смотреть со всех сторон? Добрый день, спасибо. Да. Что такое? Впереди не проехать. Авария, пришлось дорогу перекрыть. Ясно. Мы направляем всех через Литл Хоуп. Такое ощущение, что водитель немного тихо говорит. Давай мы поставим. Да на полную. Чё ж гулять-то гулять. Все нормально? Вас ничего не беспокоит? Все нормально. Просто хочу довести своих пассажиров. Вряд ли их потревожит небольшая задержка. Дорога на восток. Как раз через Литл Хоуп. Времени почти не потеряете. Еще немного, и вы в жетоне дырку протрете. И давно вы в завязке? Уже почти 3 месяца. Неплохо. Я слышала, первые 90 дней самые тяжелые. Знаю, это глупо, но мне все равно легче, когда он при мне. Мы не туда едем. Ерунда, небольшой отъезд. Это не ерунда. Спокойно, все хорошо.
О, Джон, не говорите со мной таким тоном. Можете потише? Девочка очень похожа на из Silent Hill'овскую. Ну хватит, Джеймс. Ты знаешь, как меня злит, когда ты не принимаешь меня всерьез. Я знаю, дорогая, но у меня был трудный день. Неужели они опять за старое? По-моему, это где-то года 60-е или 70-е, что ли. Ну да. Напился. Ну надо же. Я просто посмотрел с парнями матч, милая, и все. Как же все, а то я не вижу. Прошел слух, что кого-то могут сократить на Ты фабрике. годами это повторяешь. Меня больше беспокоит Меган. А что с Меган? Ничего такого не Ты вижу. как напьешься, ничего не видишь. Преподобный Карсон задержал ее после молитв. 4-й раз подряд. У нее проблемы, это важно, Ты Джеймс. слишком над ней трясешься. Мне сейчас не до этого. Какой сюрприз! Толку от тебя никакого. А когда тебе будет до этого? Ты придумала проблему на пустом месте. Делаешь из мухи слона. На пустом? Да вся семья на мне одной держится, и это, Семья? по-твоему, пустое место? Хоть бы раз бы помог мне. Может быть, у нас свои дети. Ничего такого бы не было. А вот это просто подло. Ты не видишь, как мне Не из-за этого только тяжело? тебе тут тяжело! Дела на фабрике идут совсем скверно, Анна! Я не шучу! Не сейчас! Не сегодня. Черт. Еще вспомнился прикольный фильм, называется «Дело номер 39», по-моему. Там тоже снималась эта барышня, которая девочку играла в Silent Hill. Таня, дом семьи Кларк, 16 января, Массачусетс. А год-то какой? Что-то не Было сказали. здорово. Хорошо прокатились. Всегда рад тебя прокатить. Этот был Man of Medan мужик. Так. Ты смешной. Ты смешной. Я? Он пирата играл, который пытался себе в голову выстрелить. Мы его спасли, да-да. Мне нужно уехать отсюда. От моей чудесной семьи. И поскорее бы. Да ну, не все так плохо. Ты тут не живешь. До завтра. Дай-ка гляну в ежедневник. Одобрение, просто давай так. Да, хорошо. Окей. Че выделываться? Дай-ка я посмотрю в дневник, есть ли у меня дела. Зачем? Замерзла. Серьезно, дверь замерзла. Если дверь не починят, придется через окно залезать. Как дела? Знаю. Он опять налокался. Они грызутся с тех пор, как отец вернулся. Досада. Каждый раз одно и то же, как заезженная пластинка. Как же это надоело. Здорово, город Электросталь. Да, играл, проходил. Я, в принципе-то, все всю антологию первого сезона прошел. Ну да, все. Тут просто какое-то издание Curator's Cut называется. Если я правильно понял, там какой-то альтернативный путь или что-то такое. Не знаю. Да и когда я первый раз ее проходил, у меня далеко не все персонажи спаслись. По-моему, я только одного у меня удалось спасти.
Все почему-то резко взяли и сдохли сразу одновременно в конце. Не знаю, что я такого там натворил. Поэтому и посмотрим заодно. За сегодня, кстати, я ее пройду. Заодно посмотрим, короче, что за альтернативная версия. И посмотрим, как можно спасти всех прям. Что нам всё насрать. Ну, как всегда. Да ладно тебе, это не новость. Они ругались, когда мы были в памперсах. Ну, ты ходил в памперсах, а я на горшок. Деннис, я 1000 раз говорила, чтобы ты отнес свой хлам на чердак. А нельзя повежливей? Это не хлам, а редкая и очень престижная коллекция. Ну, вот этот в прологе был Man of Medan. Жизни сержантом был. С ним-то что? С ним, да все как обычно. Он просто Деннис. Какой сюрприз. Эй, Деннис! Эй! Не сейчас, я занят. Что-то в этой девчушке есть такое криповенькое. Эй! Успокойся ты! Ну вот-вот, и я о том же. Напугала, милая. Вы тут говорили обо мне? Не сейчас, Меган. Я просто хочу принять ванну и отдохнуть от этого дурдома. Она по квартире ходит и узнает, кто о ней говорил, что ли? Да, это на компе. Странно вообще. И она подошла к матери в ванне и говорит, и спрашивает, вы говорили обо мне? А с кем мать в ванне-то разговаривала? Она с отцом ругалась на первом этаже. Потом отец, не вставая с дивана, продолжил бухать просто. А ключик-то тиснулась все-таки. Маленькая крыса. Может, поговоришь с предками? Мне лучше не встревать, ты же знаешь. Я могу сделать только хуже. Кажется, на этот раз все серьезней. Они говорили о Меган. Она что-то натворила. Так, меня это не удивляет. Блин, я не знаю. Ну, в принципе, особо разницы никакой. Ладно, давай Меня так. это не удивляет. С ней точно что-то не так. Не понимаю, чего... Кто такой мужик, который рассказывает истории? Ну, это Стори Тейлор. Его зовут, по-моему, Пип Ричардс, как же, или как-то так. Он просто рассказчик, как и в байках из склепа, этот хранитель склепа, который байки рассказывал. Точно так же. Он, кстати, иногда в играх, в каждой игре он иногда появляется там где-то на заднем плане. Он стоит, типа, якобы он присутствовал при всех историях. Являются. Ладно, мистер благородный рыцарь. Где там мелкая принцесса? Меган наверху. Посмотри, как она. Если ты не слишком занята. Пойду к ней. Поговорите с Меган. А вот... Я, кстати, самое такое, это я вот именно эту игру очень плохо Деннис? помню. Ты еще там? То есть я не помню, где какие развилки, чтобы прям спасти всех. Так, практически буду наугад играть. Чего тебе? Хочу узнать, как дела у моего братика. Да не очень. Неуклюжая Годзилла прошлась по моим пластинкам. Она твоя младшая сестра. И музыкальный вкус у нее явно лучше твоего. Она твоя младшая Годзилла. А где можно... О, тут, кстати, очевидно, персонажи быстрее могут ходить. А не как в первой части. Прям нажимаешь кнопку, удерживаешь, а разницы никакой. Дневничок чей-то.
По-моему, я его не могу его припомнить. Какая любопытная скотина посмела залезть в мой дневник. Угу. Это ее дневник. Сегодня идет снег, так что я застряла дома. Пасу М. Это, видимо, Меган. Пока мама занята уборкой. Меган настоящее чудовище. За ней постоянно надо следить. На секунду отвернешься, она сразу все вверх дном перевернет. Сегодня увидела, как она играет с папиными спичками. К счастью, ничего не подожгла. Я наорала на нее, она начала плакать, и мама накричала на меня. Весь день в доме торчу. На работе. Страдаю. 8 января. Это у нас было 3. Это 8. Тяжелый день. Сегодня пришлось подменить Дженни в кафе. Зато завтра вечером она подменит меня. Мюррей, как всегда, не в духе. Мистер Лапальщик опять при каждой возможности старается пощупать мою задницу. Я вылила ему кофе на колени. Надеюсь, это его отучит. Завтра впервые за неделю увижусь с В. Давай, 9 января. Поехали с В на наше место. Выпили бутылку его любимого виски. Было холодно, но приятно, бодряще. Согрелись в его машине. В смешно, изображает дурачка, как комик из телевизора. Но на самом деле он умный, и все завидуют его машине. 15 января. В хотел посмотреть новый вестерн, но мне про ковбоев не интересно. Поэтому мы поехали перекусить, а потом пошли в боулинг. Так здорово, когда с тобой обращаются как взрослый. Вы очень внимательный и заботливый. Нам хорошо вместе. Папа все еще недоволен, что я встречаюсь с кем-то с работы. Бог знает, что думает мама. Достала меня эта семейка, особенно мелкая. Скорее бы на свободу. Может, В мне в этом поможет. Я не знаю, она выглядит как довольно-таки взрослая женщина. Но вот по виду ей, по-моему, лет 30, наверное. А тут ее какого-то подростка записали. Ну, тут вроде по комнате все. Значит, у нас сестра либо в этой, либо в той комнате. Ну, не знаю, какой лучше. А, вот это. Угу. Значит, это сюжетная комната. И мне интересно. Они не видят меня. Я призрак для них. Это неправильно. Не буду это делать. Девочка с кем-то разговаривает. Нет, меня во всем обвиняют. Это нечестно. Эй, Меган, как ты? Я не слушаю. Эй, ты с кем говоришь? С тем, кто меня любит по-настоящему. Злоба, перестань чудить, либо замешательство. О чем ты говоришь? Ну ладно, давай замешательство. Не понимаю, о чем ты. Что это? Видела? По-моему, это отсылка на фильм «Омен», если я не ошибаюсь. Вроде в фильме «Омен» там в каком-то моменте птицы били в стекла. Ужас Амитивилля, по-моему, тоже такое было. Заклятие Джеймса Вана, по-моему, там тоже бились птицы. Ну, естественно, Психо Хичкока. То же самое. Меган. Надо было в другую дверь зайти сначала. Эй, Меган! Энтони, ты тут? Энтони! Где тебя носит? Энтони, куда ты провалился?
Энтони! Это уже не смешно! А при чем тут Энтони, я не понимаю, у тебя сестра вроде, ну, почти здоровая, сидит вот рядом на кровати, она что, дверь не может открыть? Она должна сестру в первую очередь по логике вещей звать, типа, алло, открой дверь. Если ты мне сейчас не ответишь... Ты прав насчет моей семьи. Я согласна. Таня, что такое? Мерзавка меня закрыла! А тут не жарко! Сестра вышла зимой на балкон, дверь закрылась, обратно она попасть не может. Во-первых, у нее еще балкон длинный, у нее 2 двери на этом балконе существует. Во вторую дверь она даже не пытается зайти. Хорошо. Она зовет брата, а не сестру, которая вот за стеклянной дверью рядышком сидит. Она зовет брата, и брат не то чтобы идет наверх и спрашивает через дверь, что случилось, или заходит в комнату. Он конкретно выходит на улицу и смотрит на балкон, чтобы спросить, что с тобой произошло. Это странно вообще, это очень странно. Сейчас открою, только полегче с ней. Минуту. Черт! Меган! А дверь не выбить? Дверь не выбить? Дверь стеклянная, мужик. Ты что, я не понимаю. Вот эту дверь можно с ноги хорошенько треснуть, и она просто вылетит прям с петель вот так вот. Как с пушки просто выстрелит, я не знаю, в сторону комнаты. Ну, треснет и посильнее. Ну, локтем ты в свитере, как бы, ничего с тобой не произойдет. Ты видишь, что у тебя разгорается пожар? У тебя сейчас квартира просто вся. Там, скорее всего, еще и плита газовая. То есть, она если бахнет, то бахнет хорошо. Подохнут как бы сразу все, потому что дом-то явно не панельный, не кирпичный. Он скорее просто весь деревянный. То есть, он сгорит как спичка, буквально там, не знаю, за 1,5 часа от дома ничего не останется. У тебя разгорается пожар. Вынеси дверь, начинай тушить. Нет, он стоит, стучит в дверь и орет сестру, которая вообще неизвестно где находится. Она может быть в другом конце дома, на 2-м этаже. Почему он не зовет отца, не зовет мать, взрослых кого-нибудь? Почему он орет именно про сестре своей мелкой, которую они только что оба сказали, что рыжая, вот эта Таня, которая на балконе наверху, что он, они сошлись одновременно на том мнении, то, что она не совсем от мира сего, как бы. На кухне пожар! Ты серьезно, что ли? У него кухня горит, а он обратно возвращается к сестре, которая тоже закрыта на балконе, чтобы сказать, что там пожар. Жесть какая, просто какие они тупицы невозможные, а. Меган! Батя тоже сидит в соседней комнате. Ну ладно, он спит, хорошо. Такое может быть. Мама! Да куда все делись? Энтони! Действительно. Энтони! Но хоть у одного мозг включился. Кстати, у матери стопудово там тоже есть в туалете окна, которые открываются. Часто встречается такое, ну, в фильмах, допустим, то, что в США, ну, в частных домах это точно, у них у всех в туалетах есть выход на улицу, скажем так. То есть есть всегда окошко, хоть какое-никакое, там, застекленное, матовое, там, листрал окна и так далее, они все, ну, как бы, они есть. То есть просто что мешает взять и вынести окно, если оно не открывается. Но мамаша стоит возле, упорно дергает дверь и кашляет возле нее.
И никакой попытки просто спастись. Она целенаправленно подыхает просто, я не понимаю. У этих людей совершенно отсутствует просто какая-то, во-первых, логика, во-вторых, чувство самосохранения. Наверху! Какого хера ты там делаешь? Вот этот еще более-менее. Правда, тупой тоже. На балкон! Энтони, где ты? Я не могу дышать! Ну, прыгай ты. Почему пацан не прыгает? На улице, ну, зима. Хорошо. Снега немного, ну допустим. Немного снега, но почему пацан не прыгает с крыши? Ну, там же не 8 метров, я не знаю. Да и даже 8 метров. Ну, переломает он себе там ноги. Ну, зато жив останется. Нет, вот он очкует, он идет аккуратно по краю крыши. Ну, зачем? И отец тоже странно, он не был так мертвецки пьян, что не мог проснуться. Он как бы недавно диалог конструктивный поддерживал со своей женой. Тут же вырубился, ну хорошо. Но он, по-моему, должен был проснуться гораздо раньше. А не когда уже полквартиры сгорело. А рыжий так в квартиру и не попал. Он бегает только вокруг дома и орет на всех. Кстати, когда люди умирают от удушения угарным газом, у них изо рта кровь не идет. Он тоже обезьяна. Держись! Нужно спасти Меган! Почему она на балконе стоит? Что мешает спрыгнуть с этого балкона? Серьезно, им жизнь, перелом ног дороже, чем жизнь, я не понимаю. Да, даже с такой высоты не сломают они ноги. Люди с 5-х этажей прыгают, и ничего страшного. Слезть вниз. Это мало на что повлияет. Погоди. Давай-ка мы звук чуть-чуть, а то прям по ушам бьет. Вот на 70 поставим. Оп. Как гирлянда просто. Это, ну, неважно, она бы и так умерла. По-моему, человек, который падает на острый забор, тоже было в фильме «Оман», если я не ошибаюсь. Ну, часто такое встречается в фильмах. «Ворон» тот же самый, кстати, с Брэндоном Ли. Было, помню, да. Как его четенько насадила, как шашлычок. Что ты сделал? Мама! Хватит!
Откуда, интересно, у него спички в руках? Что я не совсем припомню, чтобы он их брал. Шикарный саундтрек, естественно. Won't you spare me over till another year? Well, what is this that I can't see? With icy hands getting hold of me. Well, I am death, none can excel. I open the door to heaven and hell. Too late to all farewell. My soul is doomed, so keep me well. As long as God in heaven dwells, your soul shall scream in hell. Здорово. Вы вернулись. Интересно. Минутку. Несносна жизнь, как выслушанный дважды, в унылый сон вгоняющий рассказ. Да, если история рассказана до конца. Но вам пока не открылась истина. Вовсе нет. На ту же историю можно взглянуть с совершенно иной точки зрения. Шанс повести себя по-другому. Сделать иной выбор. Открыть что-то новое. Волнительно. Нет? Уверен, беспокоиться не о чем. Эта история пока не завершена. Написана не до конца. И ваше решение ее закончит. Пожар? Нет, на него вы не могли повлиять. Что случилось, случилось. Или нет? Думаю, лучше смотреть в будущее. Жизнь только тень минутная, да? Сейчас вы В пожаре должны были все погибнуть, тут никак ничего не сделаешь, это пролог, пожар должен был случиться. И непонятный, может, тревожный мир. Насколько тревожный зависит от того, во что вы поверите, а насколько непонятный от выбранного вами пути. Есть бесчисленное множество направлений, по которым можно пойти. Мы редко обладаем всей информацией. Так вот, все развилки в этой антологии, ну, в первом сезоне, больше мне запомнились в первой, вот Man of Medan, и в третьей, House of Ashes, по-моему, да. Вот вторая, Little Hope, и четвертая, Devil in Me, что-то я плохо эти развилки запомнил. Но мы должны делать выбор и надеяться достичь ясности, ну и желаемого результата.
Как и в жизни, ваши решения важны. Ваш выбор затронет судьбы других. Вы видели начало истории. Так много смертей. Ну все, кроме Рыжего. Что еще будет, зависит от вас. От решений, которые вы примете. Вам ближе рацио, эмоции? Слушаете разум или сердце? Верного ответа нет. Иногда лучше одно, иногда другое. Позвольте дать вам один совет. Всего превыше верен. Будь себе. Но я здесь, чтобы фиксировать ваши действия, а не помогать вам. Я ведь не должен вмешиваться. Да-да. Мое дело. Очевидно. Ну, вот как раз он говорит то, что он ни на что не влияет, он просто рассказывает историю. Но мне позволено делиться с вами мудрыми изречениями великих рассказчиков прошлого, если я посчитаю это уместным. Да, и еще кое-что напоследок. В Little Hope есть картины, которые показывают возможное будущее. Ну, это не только в Little Hope, это есть в каждой части. Даже в этом, в Query тоже мы что-то собирали, какие-то видения. Или же нет. И в Until Dawn. Они могут помочь. Вам пора на похороны. Идите. Счастливо. Я так люблю похороны. Смешной он какой-то, конечно. Пытается юморить, но очень сдержанно. Итак, у нас Рыжик хоронит своих... Ну, всю семью, короче говоря. Никто из собравшихся не знает, почему произошел этот несчастный случай. Но мы можем утешить себя мыслью, что семья теперь вместе. Навеки. В любящих объятиях Бога. Ну, почти все актеры у нас были в Man of Medan. Так или иначе, они играли просто других персонажей. С одной стороны, это прикольно. Да и, кстати, подешевле, наверное, будет. Контракт просто разработчики заключают с актерами. И все, и они играют разные сюжеты. Эндрю, 18 лет. Студент. Студент колледжа, тревога, отстраненность. Это мы переносимся в будущее, ну, в нынешний момент. То есть история с пожаром завершена. Просто показали похороны, как бы, и все. А теперь вот как раз конкретно сюжет про аварию, про автобус в наше время. Тейлор, 22 года, студент колледжа, упрямство, чувствительность. Джон, 43 года, профессор колледжа, рациональность, властность. Где Дэниел? Я не вижу его. Не знаю. Дэниел, 20 лет. Студент колледжа. Добродушие, защита. Где телефон? На самом деле, я вот во время прохождения вообще не помню, у кого какие черты характера, не знаю, не запоминаю их. Поэтому, я не знаю, может быть, конечно, это и помогает на тот момент, если ты, допустим, делаешь тот или иной выбор, и типа
руководствуешься тем, то, что, ну, какая у нее черта характера, и, типа, выбираешь... Ну, не знаю, может быть, это помогает, может, нет, короче. Ладно, проходим как есть. Это он мамашку играла. Анджела, 48 лет, взрослая студентка, грубость понимания. Ну, тут все актеры, которые вот в прошлом, только что то, что показывали, «Дом сгорел», это все те же самые актеры, только, скажем так, другие люди, короче говоря. Ты в норме? На вид не очень. В порядке. Тихо. Не спеши. Не будь развалиной, помоги мне встать. Дэниел, Ущелье, Разве 27 это я мая. развалина? Что случилось? Заверение. Заверение давай. Перевернулись на ухабе. Но это не страшно. Ну, разумеется. Это ей не Что понравилось. смени этот тон. Извинения? Прости, я пытаюсь помочь. Мне помощь не нужна, спасибо, Дэниел. Кстати, как там профессор и остальные? Ты их видел? И это ей не понравилось. Это странно. Я вроде, ну, на позитиве хотел ее приободрить и так далее. А ей это все равно не понравилось, это странно. Там кто? Эй, Дэниел, это вы? Джон! Слава богу. Дэниел! Тейлор, ты в норме? В норме! И мы, кстати, тоже целы. Ну как вы там? В порядке. Ничего криминального. Эй, Джон! Знаете, почему мы разбились? Не точно. Похоже, водитель пытался объехать что-то на дороге. Кстати, он с вами? Нет, не видели. Странно. Здесь его тоже нет. Можете сюда забраться? Да, водитель куда-то пропал. Но я вижу тут тропинку. Класс. Идите по ней. Выведет к дороге. Встретимся там. Хорошо. До встречи. Плохо дело. С Тейлор все в порядке? Ой, да все с ней нормально. У нее талант выходить сухой из воды. Я знаю, Тейлор иногда ведет себя как эгоистка, недалекая, стервозная и упертая. Но в остальном она просто... Ну, по мне так бабка в этом сюжете самая такая неприятный такой персонаж. Отстань от Тейлор, насмешка и слышать не хочу. Отстань от Тейлор. Да хватит уже. Она тебя не трогала. И ей это тоже опять не понравилось. Мне кажется, надо потом подать на... Дэниел защитил Тейлор от резких замечаний Надежды. От резких замечаний Анджелы. Он как сразу же отношения упали. Ну, вообще, по идее, я не думаю, что прям вот отношения во всех этих играх между персонажами так важны. Ну, не кажется мне, что это как-то сильно меняет основной исход. То есть, если у вас прям плохие отношения, да, возможно, в каких-то местах он не поможет, этот персонаж, другому, с которым плохие отношения, но разработчики должны все-таки как-то по-другому тогда ставить ситуацию. Типа, если один не помог другому персонажу, то, может быть, третий поможет, типа того. Мне кажется, все-таки отношения не так важно. Соблюдать прям положительное, чтобы все было. В суд. За что? За ужасную ночь? Колледж отвечает за нашу безопасность. Это преступная халатность. Мало того, что мы разбились непонятно где, так еще и за главного у нас этот дерганый Джон. Неодобрение — это уже перебор. Уходим отсюда. Ну, давай уходим отсюда. Для начала нам надо выбраться отсюда. Ей опять это не понравилось. Я не знаю, у меня почему-то с этой бабкой вообще ничего не клеится. Что ей нужно, я не понимаю. За мной. Чтобы я ей не сказал, ей Почему все не вечно нравится. нужно командовать? Я сама дорогу найду. Спасибо. Ты идешь? Да, позади тебя.
Я пойду в другую сторону. Давай посмотрим, что это такое. Что-то интересное? Угу. Черт. Без шансов. Сломан. Но все равно взять-то можно. У нас хотя бы есть активная сим-карта. Она может потом пригодиться. Я не знаю, может быть, конечно, и потом получится с бабкой какие-то отношения выстроить более положительные, но скорее всего, по крайней мере, если мне память не изменяет, вот этот вот, как его, за кого я сейчас играю-то? За Дэниела. Вот этот Дэниел, по-моему, не очень-то часто с этой бабкой общается. Показать, как Дэниел относится к следующему персонажу Эндрю. А это для чего написано вообще? Ладно. Почему вот этот вот персонаж, за которого я сейчас играю, должен показать, как он относится к рыжему пацану? Ребят! Я что-то не обращал внимания на это. Ладно. Ну как вы там внизу? Дорога тут отстойная, но мы в порядке. Эта прогулка убила мне одежду. Это главная новость? Действительно. Одежда? Правда? Эти шмотки, наверное, стоили больше, чем ты заработал в жизни. Денег у меня хватает. Веселье. Блин, я не знаю. Давай веселье. Ты не Надо не унывать. Хоть у кого А Анжеле это выход, ну, ответ этот понравился. Хорошо. есть вкус. Эй, что происходит? Ничего, просто пытаюсь их подбодрить. И Тейлору это Дэниел, понравилось. телефон при тебе? А то на моем сигнала нет. Моему крышка. Просто хлам. Мы тут на всю ночь? Мы пойдем дальше. Попробовали бы по камням забраться, я думаю, тут не очень-то опасно. Ну, как бы можно. Вон тут на этот камень запрыгнул, сюда запрыгнул и почти уже наверху. Они что, в платформеры никогда не играли? Терпеть не могу воду. С самого детства. Здесь я не полезу и не проси. Ну возьми, залезь на спину, мы так перескачем вдвоем. Мы чуть Ой, только что в бабка. аварии не погибли. А ты боишься промокнуть? Ты даже не представляешь, сколько мои шмотки стоят. Так они уже грязные, Это гнида. несложно. За мной. Тучки на тучку, шире шаг. Давай, не бойся. Давай, прыг-скок, прыг-скок. Вижу это. Ну, бабуля, ну Вот давай. так. Молодец. Ну, было бы прикольно, если бы она просто рожей со всего маха в эту лужу как шмякнулась бы. Было бы забавно. Я не знаю, вот, блин, она попала в аварию, и она переживает, что у нее брюки с пиджаком грязные. Какой кошмар вообще. Да давай. Скорее бы это кончилось. О, ага. По-моему, этот Всё-таки ты ручеек можешь можно... быть джентльменом. Спасибо. По-моему, этот ручеек можно было и так перешагнуть, не обязательно прыгать по камням, ну ладно. Что там? Не понимаю. Что ты вообще нашел в этой девушке? Неуверенность, либо беспечность. Давай Не беспечность. понимаю, о какой девушке ты говоришь? Все слишком очевидно. Ты вообще планируешь поговорить с Тейлор? Какого хрена вообще бабка лезет в наши отношения, я не понимаю. Дерзость, безмятежность. Я не тороплюсь. Давай так. Я не тороплюсь. А зря. Чем дольше ждешь, тем меньше шансов. Хотя бы ей это понравилось. Мне не нужен твой совет, я рыбаков. Давай Я самоуверенность. рыбак опытный. Подцеплю рыбку. В твоей аналогии Тейлор — акула. Упрямая, рвущая любые сети и очень кусачая. Может, хватит уже наезжать на Тейлор? Так или иначе, мне непонятно, что ты нашел в Тейлор. Пора... Кем приходится эта бабка, вот этому пацану, что она просто лезет в его отношения? Я вообще я бы на его месте вообще бы ничего не отвечал. Найдем Типа, остальных. ты кто вообще? Ты бы не защищал Тейлор, если бы она тебе не нравилась.
согласись. Дорожу ты свою завалишь, не? Этот конус должен быть возле дороги. Может, той, что ведет в город. А остальных-то что, не найти? Рад вас видеть. Ну, наконец-то. Все в порядке? Мы в норме. Но на воротах цепь. Не пройти. И что теперь? Перелезть. Поищите. Может, мы сможем чем-то сломать ее? А, там проволока. Сработает? Готов? Я буду толкать отсюда. Готов. 3, 2, 1. Давай! Вот это я понимаю. Молодцы оба. Я думаю, тяжело вдвоем вот так вот просто сломать И цепь. что теперь? Пойдем в город искать помощь. Вы в курсе, где город? Да, мы рядом с Литл Хоуп. Веселенькое название. Не поверите, но у Литл Хоуп и правда мрачная история. Может, сразу пойдем, без ваших нудных лекций? Слушай, а ты начинаешь меня раздражать. О, это еще ерунда. Продолжать? Злоба. Подожди, а за кого мы играем? Я не могу понять. Так, мы играем за бабку. Скептицизм, правдивость, грубость, понимание, безразличие. У нее такие противоречивые, кстати, черты характера, на самом деле. Ну ладно. Снисхождение, либо злоба. Давай снисхождение. Немного манер. Это просто. Охренеть. И по пути ты обливала Тейлор грязью. Это Джону понравилось. А ты всегда за Но спину Тейлор не прячешься? понравилось. Попробуй сама за себя постоять. То есть, если бы я ей со злобой ответил, то это бы, что, не понравилось бы обоим или что? Бабка просто со всеми отношения портит. Я не знаю, как за нее нормально играть. Ее все ненавидят, по-моему, в этом коллективе. Шутишь? Он не мой парень. Что ты ей там наговорил? Вообще ни слова. Что ты лезешь не в свои дела? Понимание, ты права, извини. Грубость, ты слишком много о себе думаешь. Блин, ну давай понимание, давай. Извини, ты права. Меня это не касается. Мы только Тейлор, себя это теряем. понравилось? Может, пойдем, пожалуйста? Думаешь, это хороший план? Идти в город? Почему? А как курс изменен? Анджела изменилась перед Тейлор, чтобы сохранить мир. Ну, хорошо, мудрое решение. Я, конечно, уже согласилась, но что-то не уверена. Что предлагаешь? Может, вернешься со мной к автобусу? Я поддержу профессора. Нам стоит сходить в город за помощью. Ну а ты? Может, вернемся к автобусу? Я думаю, в городе у нас больше шансов получить помощь. Идите все вместе в город. В чем дело? Ну же, Тейлор, не бросай нас. Оставаться тут в одиночестве – плохая идея. Идем с нами. Обо мне не беспокойтесь. Я поймаю первую попутку и скоро за вами заеду. Я бы еще на самом деле автобус посмотрел на наличие рации. Как правило, думаю, в таких маршрутках должны в автобусах рации быть. Но нет, так нет. Идем с нами. Шутите? Никуда я с вами не пойду. Она одна пошла в автобус. Странно. Что? И я в другую сторону шла. Ага. У вас все же проснулся здравый смысл. Ты вернулась? Странно. Это бред какой-то. Совсем в облаках витает. Хватит дурью маяться. Идете или нет? Ее Сайлент Хилл не отпускает. Постой, ты чего? Тейлор? Берегись! Что за... Что происходит? Ты же идешь назад. Я не иду назад! Я все время шла в одну сторону! Я типа, не знаю, не могу уйти! Ладно, знаете что? Пойдем все вместе. Мы пришли оттуда, значит, сможем туда вернуться. Очень прошу, держитесь рядом. Не отставайте.
Хотите, чтобы мы гуськом шли? Да, и причем я бы бабку вперед отправил. Первый пусть идет сначала бабка, а за ней, я не знаю, какой-нибудь он толстый очкарик пускай идет. У него мяса много, пусть его первым съедает, а остальные потом разбегутся. Ладно, иду. Я думаю, вредный персонаж должен быть в каждом коллективе в этих играх. Ну, чтобы вот так не очень было хочется спасать, ну ладно, спасем. Знаю, это немного странно. Не немного. Это невозможно. Как я и говорила, это ловушка! Отсюда не уйти! Что нам Хватит. делать? Успокойтесь, дышите. Тут должно быть разумное объяснение. Может, мы погибли в аварии? Странно, как будто звук эхом пошел. Наверное, ошибка во время записи звука, я не знаю. Да. Ну, как будто в ангаре разговаривают. Уверен, что мы по-прежнему живы. Он пропал. Вроде писательское мастерство преподаете, не метафизику. Я знаю, кто во всем виноват. Это все из-за вас и этой дурацкой поездки. Мы застряли в этом Литл Хоуп. Вы забываетесь. Я не мог знать, что автобус перевернется. Действительно, а при чем тут профессор-то? Такое ощущение, что он специально их привел в этот город, и специально у них там не получается выйти, их туман держит. Такое ощущение, действительно, как будто тут очкарик виноват. Нет, дело не в профессоре. Во-первых, на эту отворотку водитель повернул. Он тут ни при чем, и они должны были все об этом слышать, потому что они все это в этот момент как бы сидели в автобусе. Почему именно профессора обвиняет в этом, непонятно. Хватит херню нести! Следите за тоном. Я пытаюсь понять, что происходит. Так же, как... Вот опять звук двоит, я не знаю, в чем дело. Такое ощущение, что как будто то ли у него грудной голос какой-то демонический вместе с ним одновременно говорит, либо как будто они как в ангаре разговаривают. И все остальные. Это нельзя понять. Это же очевидно. Зато я понимаю, что никого из нас тут не было бы, если бы не вы. Нашли крайнего? Я тоже не хотел застрять тут с вами. Класс! С вами во главе мы конкретно попали. Сейчас Туман, похоже, тут главный. Туман! Только бы не вы, да? Сделайте одолжение, скройтесь в гребаном тумане. Я бы хотел, Прошу, поверьте. хватит. Ссоры нам не помогут. Куда теперь идти? Рыжий миротворец, да серьезно, при чем тут очкарик-то, я не знаю. Пец, мы отсюда не выберемся. Кто-нибудь думает, что справится лучше? Ну, вперед! Может, это глюк? Нам нужно выбраться. Дайте сосредоточиться. Немедленно. Тренировки. Что за черт? Можете все заткнуться? Так мы не найдем помощь и не выберемся. Он прав. Взаимные обвинения ни к чему не приведут. Нам надо действовать сообща. Спасибо. Используем логику. Туман отделяет нас от автобуса. Но между нами и городом тумана нет. Значит, пойдем туда. В чем смысл? Удаляться от автобуса? Смысл? В автобусе нет ничего, что может нам помочь. А в городе будут люди, телефон, что-нибудь. Больно признавать, но он прав. Кроме долбанного города нам больше некуда идти. Вот и договорились. Ты уходишь? Куда это ты? Давай, пойдем с ними. Пока все не поймем, надо быть вместе. Я так понял, что все проверили свои телефоны, и ни у одного уже это не работает. Давай-ка мы вот сначала назад сходим. Сказал, что мы умерли. Думаешь, Так, назад никак. Я в Там передаче туман. видел, что мозг какое-то время работает, когда ты... того. Умираешь? Забудь. Там не очень правдоподобно было. Сюда не вариант тоже. Тут какая-то блестяшка есть. Подбираем. Видение, да, по-моему? Да. Картинки. Пистолет.
Рука мужская. Кто-то найдет пистолет. На отдельной открытке можно снова посмотреть на экране коллекции персонаж. Этим пистолетом, если я не ошибаюсь, пользоваться вообще никогда нельзя. И так смиренно бабку ждали. Она там в кустах наползается. Сюда можно? Нет. Все, идем. А у бабки откуда фонарик, кстати? Они странные ходят все. Особенно Тейлор. Вот только живой ли? Все разваливается. Вы это видели? Что это? Но кто Мужик там ходит в кепке. Не уверена, что это хорошая идея. Надо проверить. Внутри может быть телефон. Я зайду и осмотрюсь. Давай. Мы за тобой. Мужик, который в помещении... Спасибо, что поддержали меня. Мужик, который в помещении, он в Man of Medan играл одноглазого пирата. Тейлор. Пожалуйста. Мы все сейчас на взводе. Давайте как-то немного успокоимся. Ой, давайте. И зайдем в дом. Что там? Я это где-то уже видел. Безразличие и любопытство. Ну давай любопытство. Где же? Ничего такого. Сарказм, не напрягайся так, обеспокоенность. Давай обеспокоенность. Ты как? Весь бледный? Меня это тревожит. Вы не Эндрю это понравилось. отключились после аварии? Ну, не знаю. Я все еще немного не в себе. Что ж, сотрясение могло повредить память. Скорее всего, она вернется. Будем тут всю ночь стоять или войдем? Вообще сюжет сделан так, как будто Рыжему это сон про горящий дом и всех в нем вместе с девочкой, как будто это Рыжему просто снилось, пока он в отключке был после аварии. Но это не так. Эй, здрасте. Простите, мы ищем водителя нашего автобуса. Чё? Видели его? Это смешно. Что? Что с этим туманом? Он странный. Да, сегодня затянуло. Затянуло и не дает уехать. Да, знакомое чувство. Давайте осмотримся. Может, телефон найдем, например, да? Да что с тобой? Я просто предложила Я взглянуть. так не могу. Определись уже. С чем я должна определиться? Со мной. Я за тобой бегать не буду, как верный пес. Извинение, либо волнение. Давай извинимся. Прости, я знаю. Она на дороге на него орала. Ну, я понимаю, типа стрессовая ситуация, немножко вспылила, но все, тем не менее, пусть извиняется. Но после Дэниелу это аварии понравилось. все на нервах. Я тоже не в себе. Но я... хотел бы понимать, что с тобой происходит. Да ладно. Ты же Месячные. понимаешь. Эй, посмотри-ка сюда. Сыграем? Бросим разок. Отвлечемся от тумана.
Да ну, дурацкое занятие. Боишься, я тебя уделаю? Начни с цели попроще. Например, с 20-ки. Есть. Что ж, новичкам везет. Давай, дабл 7. Ну, хоть со зрением проблем нет. Ну, супер. Попробуй теперь в яблочко. Никогда в дартс не играл по правилам. Круто бросаешь. Даже без настроения. Странно, да? Застряли тут с ними из-за тумана. Что думаешь об этом? Оптимист, либо раздражительность. Ну давай оптимизм. Не знаю, но ночка выдалась хренов. Зачем как бы нагнетать в этих ситуациях-то, правильно? Тейлор положительно отозвалась о группе в разговоре с Дэниелом. Кстати, в Man of Medan немножко по-другому весь интерфейс был, как бы по-другому все это дело. Но потом в третьей части они оставят вот этот вот диск с черепом, вот эту вот всю стрелочку. И вот эти вот, по-моему, тоже возможные исходы событий. Анжела извинилась перед Тейлор, чтобы сохранить мир. А вот это вот что, маленькая девочка. Из-за девочки, стоящей на дороге, водитель автобуса не справился с управлением и попал в аварию. Но это событие должно было в любом случае произойти. Тут мне никаких выборов и не давали. Это записочки, мы их позже будем находить. Анжела отношения чуть получше, с Дэниелом чуть-чуть лучше. Вот у всех, в принципе, отношения на середине, но с Дэниелом прям сразу же много, потому что это типа ее парень. И обман у меня заблокирован. То есть мы каким-то образом, общаясь с персонажами, сможем открывать некоторые заблокированные черты характера, а соответственно какие-то закрытые варианты диалогов, наверное. Но это на события не особо, я думаю, так сильно повлияет. Точно. Хотя, могло быть и хуже. Без имен, но кое-кому здесь не помешало бы сбавить обороты. Что думаешь? Анжела меня бесит, огорчение. Они думают, я дура. Что если промолчать? Что, ничего не скажешь? Нет. Ты пойми, дело не только в тебе. Сейчас... Дэниелу это не понравилось. Я думала, ты на моей стороне. То есть я должен все равно был ответить, что они меня все ненавидят, и я дура? Серьезно? Окей, подожди, а как это повлияло вообще? Джон ответил отказом на предложение. В смысле? Я не отвечал ничего. Мне никто не предлагал выпить. Померяй. Доска для дартс? Я когда-то неплохо играл. У нее трудно выиграть. Большой талант. Да, поиграйте без проблем. Я пойду осмотрюсь. В оригинальной версии игры вот этот мужик, который сидел и выпивал в кепке, он должен был профессору предложить выпить. И отсюда развивается по-разному события, которые, кстати, влияют на финал. А тут автоматом игра выбрала за меня. Это странно. Может быть, это из-за того, что этот версия куратор. Не знаю. Помойка какая-то. Вообще ничего полезного нет. Вот тут соглашусь. Чем скорее мы уберемся из этой дыры, тем лучше. Это все, что она может мне сказать. Так, ну к этим мы не будем подходить. В
туалете там картинка висит, я знаю. Можно с мужиком пообщаться. Но, вот тут сколько предметов-то. Да, давай. Цифры какие-то. Ваши дети увлекаются Мне не астрологией, ничего до древней истории. спиритизмом или призраками. Преподобный Карлсон расскажет родителям, на что следует обратить внимание и как подобные увлечения могут привести к нарушению закона и сатанизму. Городское управление Литл Хоуп, вторник, 70-й год. Ну да, получается, вот эти вот события про пожар, дом в прологе, это все 70-е года, по-моему, показывались. Газетка, да? Скорее всего, тоже 70-х годов. 79-й. Встреча завершилась... Это почти пергамент из 70-х. Угу. Как она сохранилась столько лет, неизвестно. 12 октября 79. Встреча завершилась голосованием за распуск. Очередная волна конфискации имущества обрекает город на погибель. В понедельник последние жители Литл Хоуп собрались в здании городского совета, чтобы встретиться с антикризисным управляющим Кэти Флинт и проголосовать за распуск администрации. После закрытия текстильной фабрики Рейвенден и последующего массового отъезда жителей город... Короче, фабрику закрыли, жителей город и его казна практически опустели. Назначенным антикризисным управляющим Флинт было поручено управление муниципальными услугами для оказавшихся горожан, однако очередная волна конфискации имущества банками означает, что последние жители вскоре покинут город. Литл Хоуп окончательно заброшен. Короче говоря, кризис был в городе, банк и фабрику распустили. И все остались без жилья, видимо, без работы, и все быстренько уехали из города. Вот о чем эта статья говорит. Лишившись налоговых поступлений, мы вынуждены распустить администрацию, заявила Флинт. Конечно, это печально. Город исчез на глазах его жителей. Попытки... Чего попытки? Я могу перевернуть газетку-то? Нет, не могу. Ну ладно. Че года-то такие разные все? 17-й год, 79-й, 70-й. Охренеть. Я нереально хочу свалить отсюда. Почему? Ну, похож, да, пацан на рыжего пацана. Ну, они прям, ну, точнее, это один и тот же актер. Даже два. Вон этот, как его, рядом с ним тоже с нами ходит. Это все, что мы можем, да. Назад. Так, газета, дверь, хорошо. Ну, рыжий, подвинься. Бля, я не могу что-то его обойти. Его. С мужиком мы позже, наверное, пообщаемся. Давай, наверное, позвонить попробуем. Ну? Связи нет. Стояла 2 минуты, в трубку слушала. А где-то... Подожди, здесь же был проход в туалет, и можно было картинку здесь найти, вроде, если я не ошибаюсь. Все, я понял. Отстань от телефона. Спасибо. То ли в туалете была картинка, то ли вот здесь где-то на стене, но этого нет. Ладно, с мужиком. Я бы не отказалась от стаканчика. Пора уже завязывать с выпивкой. Снисхождение вам пора завязывать, сочувствие. У всех бывают плохие дни. Давай сочувствие. Мы все иногда выпиваем лишнего. Оставим. Ну что, может, хватит меня доставать? Этот сломан. А есть другой? Не работает? Черт. Может, где-то в городе рабочий есть. Спасибо.
Просто вежливость и все. Ясно. Спасибо. Да. Спасибо, что помогли. А почему, интересно, Тейлор подошла и спросила выпить? По-моему, то, что касается алкоголя, конкретно в этом баре, если это баром можно вообще назвать, это только в оригинале было у профессора и все. Ладно, хорошо. Короче, с чего начинали, туда и пришли, да? Ладно, давай попробуем выйти отсюда вообще. Может, пойдем уже? Уйдем отсюда и... Вы По ком слышали? звонят колокола? Да, точно слышал. Что-то. Вы это тоже слышали? Идем. Эти звуки были снаружи. Думаете, разумно выходить на улицу? Здесь нет ничего полезного. Все равно надо идти. Silent Hill. Удачи. В поисках и всем прочем. Кто этот бар обслуживает? Он сам? Звук идет из города. Старый пидор от нас закрылся? Да уж, странный тип. Это еще мягко сказано. Зачем переть в эту глушь, чтобы просто поддать? В смысле? Анджела, главная дорога. Опять играем за бабку. Делать нечего. Придется идти в Литл Хоуп. Подожди-ка. Я в этом не уверена. На дорогу мы сейчас выйдем. Давай-ка А мы есть тут все варианты? смотрим. Если я не ошибаюсь, в игре, по-моему, маты появились. Будет момент такой, что, возможно, рыжий будет в кого-то целиться. Но, как учит предыдущая Man of Medan, никого убивать нельзя. Даже если это очень ужасный монстр. Карта Самая города Литл запрещенная дыра Хоуп. на свете. Ну, вот здесь и просто по прямой нам нужно будет пройти. Это все? Теперь давай в другую сторону прогуляемся. Ну, там, где рыжий стоит. Че он там подглядывает? Все, ну сидит мужик и пьет. Че на него смотреть-то? Все, пошли на дорогу. Думаю, что я все осмотрел. О, и рыжий за мной. Пошли, пошли. Давай, цыпа, цыпа, цыпа. Надо поводок ему, наверное. Пошли, говорит, будем все вместе ходить. Эти свалили уже куда-то в туман. Кстати, по логике вещей. А, нет, туман же только если ты пытаешься из города выйти. Когда ты в город глубже заходишь, туман тебя назад не возвращает. Но все равно. Он говорит, давай вместе там пробовать выбираться. А все равно, короче, все эти вперед свалили. Никого не подождали. То, как возник этот туман, он странный. Вот ты странный. О, куколка висит. Это прям отсылка на ведьму из Блэр. Прямая и четкая. Ну. Я должен в этом секрет какой-то найти. Как-то в определенном ракурсе камеру поставить. Нет.
Задержаться тоже не получается. Ладно, это значит не секрет никакой. Какая-то жуткая непонятная куча хрени. Это не куча. Что такое? Похоже на чучелка. Предупреждение? Или какой-нибудь духовный символ? Ну, не знаю. У меня от него мурашки. Не знаю. Мне даже любопытно. Они явно не смотрели «Ведьмы из Блэр». Пренебрежение или сомнение? Сомнение давай попробуем. С этим туманом ты не только с дороги сбиваешься, теперь еще и воображение разыгралось. Ему это не Я не понравилось. суеверный, но то, что с нами произошло в тумане... Слушай, давай догоним остальных. Я больше не хочу торчать возле этой мерзости. Блин, я не знаю, у меня не получается за эту бабку нормально. Я всем не нравлюсь. Чего бы я ни сказал, никому не подходит этот ответ. Сюда не зайти? Анжела? Эндрю? Где вы? Мы здесь! Я не вижу вас! Эндрю, ты можешь подойти? Чего? Я увидела кого-то в лесу. Правда? Может, это водитель? Странно, почему рыжий не заметил ребенка в красном свитере. Он довольно-таки приметный. Озабоченность. За нами кто-то идет. Озадаченность. Я видела ребенка. Ну, озадаченность давай. Я видела в тумане ребенка. Если там кто-то и был, его уже нет. Я вижу одни деревья. Это никак вообще не повлияло. Вы двое, держитесь рядом. Что за черт? Ты слышала? Что это такое? Супер, отлично. Мы в ужасе. Кто здесь? Кто бы там ни был, это совсем не смешно. Джон, где вы? Дэниел, Тейлор. Ну же, Джон, где вы там? Это... Ну, только что же из тумана им очкарик профессор орал, типа, держитесь вместе. Туман достаточно густой, но тем не менее он должен быть, типа, на расстоянии видимости, там, метрах в 5 должен был где-то стоять, если они его услышали. Сейчас его нету просто. Особенности обновлены, любопытство. Найдите остальных, держитесь рядом с Эндрю. Сюда я могу зайти? Нет, но тропинка тут есть какая-то. Очкарик должен быть где-то стоять, наверное, вот на расстоянии знака, что мы его услышали. Кто здесь? Серьезно говорю, это совсем не смешно. Взгляни на это. Что это? Я не знаю, в этой вселенной не существует понятия кукла или что. Первое, то, что они нашли там висящую куклу, ну, хорошо, силуэт куклы. Они явно не смотрели «Ведьму из Блэр». Но сейчас вот, да, страшненькая, но кукла же лежит, он спрашивает, подходит, спрашивает, что это? Я не знаю, может быть это конь, и это может быть кубик какой-то, кубик-рубик. Зачем спрашивать очевидные вещи?
кукла это, ну, с иглой на все туловище, проткнутая. Кстати, по-моему, это тоже отсылка на Омена. В оригинале там священника так насквозь пронзило. Секретный один кукла. Ну. Сама не пойму. Дай мне посмотреть. Как твое имя, сударь? Рыжий. Ты кто? Поведай, как тебя звать, госпожа? Уступчивость. Анджела? Меня называют Мэри. Как-то повлияла Мэри, представилась Эндрю и Анджели. Хорошо. И это вообще относится к автобусу, кстати. Ее смастерила. Она как та, что подле вас. Соизвольте поиграть со мной. Замечательная игра. Поиграть. Поиграйте со Что за мной. ведьмовские проделки, Мэри? Я ничего не сделала. Умолкни. Я вижу твою истинную суть. Забавные игры, взять куклу в руки и прыгать вокруг костра. Что-то это такое. Аборигеновское напоминает. Добный Карвер не станет ратовать за тебя, прознавши, что ты якшалась с дьяволом. Эми, воротись! Здесь были еще люди, у костра. Что? Я не вижу костра. Мы и вас-то не видели только что. Я тоже видел. Вы в порядке? Как вы могли не увидеть? Я ничего не мог видеть из-за невозможно густого тумана. Давай. Расскажи им все. В общем, такое ощущение, то, что туман либо показывает... Ну, то показывает все, то половину показывает. В общем, как-то... Как-то странно он тут работает. Обеспокоенность, появилась маленькая девочка, неуверенность, мы что-то видели. Обеспокоенность давай. Из тумана появилась маленькая девочка, а потом опять куда-то исчезла. Это шутка? Может, вам это привиделось в тумане? Мы все на пределе. На пределе как же? Я видела танцующую девчонку ясно как днем. Сказала, ее зовут Мэри. Она выглядела как девочка из моего сна. Но говорила со странным акцентом. Какой это был? Не знаю, я сама не смогла разобрать. Во что это мы тут вляпались? Это Мэри... Она пыталась напасть? Нет. Вряд ли она этого хотела. Ну и? Ну-ка. Эндрю решил, что девочка, которую они встретили с Анджелой, не хотела причинить им вреда. Похоже, остается только дорога в город. Вы шутите. Есть идея получше? То-то же. Но эти все выборы вообще, в принципе, ни на какое отношение между собой не повлияли. Ну, скажем так, первая глава закончена. Пролог. Основной. События резко обострились. Все, что мы делаем и чего не делаем в жизни, рано или поздно ведет к последствиям. Согласны? Не смотрите так. Я не могу помочь. Помните? Иногда мы радуемся, очнувшись после тревожного сна. Возможно, после смерти то же самое.
В своих странствиях за долгие годы я многого навидался. Узнал о многих верованиях. И обычно в каждом есть крупица истины. Эти несчастные, похоже, столкнулись с явлениями пока необъяснимыми. Ну, зловещие силуэты в лесу, призраки прошлого, девочка, попавшая в беду. Или она и есть беда? Так вот, да, тут пока еще ничего не говорится, ну, не показали, что девочка в беде. То, что она по лесу бегает рядом с нами, так это еще вроде не беда. На чем мы остановились? Анжели не удается посплетничать с Тайлор. Но Анжела, в принципе, здесь со всеми как-то конфликтно себя ведет. Чтобы я не ответил, у меня не получается нормально. Со всеми как-то взаимодействовать. Я с ней довольно-таки напряженно общаются. И вот, по-моему, единственное, вот эту за бабку у меня не получается нормально отыграть. Она не говорит о лич... А что же Джон? Прирожденный руководитель? Возможно, он лишь кажется таковым. А еще Эндрю. Думаю, он сбит с толку. Но он ударился головой. Будьте спокойны. Некоторые ваши решения в будущем принесут плоды. Угу. Это как раз речь идет о том, то, что не нужно было выпивать в баре. Это, кстати, вот, по-моему, действительно влияет на концовку. Пока все неплохо. Справляетесь. Мужчина в баре. Проку от него было мало, как по мне, слишком невоспитан. Что-то явно беспокоит его. Хватит. В Литл Хоуп творится что-то неладное. Возможно, люди в беде. Идите же. Развейте этот туман. Отыщите водителя автобуса. Кто сказал, то, что водитель вообще, в принципе, может, его животное какое-то дикое утащило в лес? Кто сказал, то, что именно водитель автобуса в Литл Хоуп пошел? Может, он вообще в другую сторону поперся? Кто знает. Ладно, давай сейчас перерыв сделаем, продолжим. Сейчас подойдем.
Так, полетели. Продолжить. Ситуация тревожная, но мы с этим справимся. Ага, блин, тревожная. Этот этап мы уже давно оставили позади. Что там произошло? Не знаю точно, но это их напугало до усрачки. Нужно присмотреть за ними. За профессора играем. Когда мы здесь куклу нашли, вроде машины впереди не было. Туман тут странно работает. Секретики. Еще одно видение. Чья рука не показана, но кто-то наставил пистолет на голову водителя. В дом можно зайти? Нет. Значит, чешем дальше по дороге. Это звук такой, как будто животное в кустах. Видели? Какая-то зверюга. Какая-то. Иначе что за хрень? Почему рыжего показали? Может, оттуда обзор получше? Хватай. Города-призраки Северного Востока. Литл Хоуп. Город, в котором вернулась природа. В воображении широких масс при упоминании о городе-призраке сразу всплывает образ заброшенной хижины, мимо которой катится перекати-поле. Однако города-призраки встречаются и на процветающем северо-западе США, в глубине лесов, забытые и отданные во власть природы. Причины появления таких городов различаются, но в конечном счете все сводится к экономике. Город мог разрастись благодаря лесозаготовке, горному промыслу или иной промышленности. Затем исчезли рабочие места, а с ними и люди. Одним из таких городов стал Литл Хоуп, построенный вокруг текстильной фабрики и исчезнувший, когда рынок наводнили дешевые импортные ткани. После нескольких неудачных попыток спасти фабрику начался массовый отток жителей. Вскоре закрылись школы и даже церковь, оставив лишь безлюдные развалины. Скрытые глубины. Литл Хоуп — заброшенный город, но окружающие его леса продолжают привлекать любителей экстремального спорта. Пещеры в ущелье Хоба отлично подходят для ледолазанья, но его замерзшие водопады таят большую опасность. Рекомендуется к просмотру «Творцы». Неразборчиво. Время 21:30. В этой серии Кейт Уайлдерс срывает маску с Зодиака. Но поможет ли ее агрессивный метод расследования выяснить новые факты об известном убийце? Стоит посмотреть ради превосходных видов Сан-Франциско с моста Золотые ворота. Окей. Больше ничего такого. Куда Рыжик смотрит? С ним можно поговорить. Отличный вид на болото. Не знаю. Все не... Зачем было строить скамейки, столики, забор рядом с, ну, и смотреть на болото сидеть? Странно. Могу понять, что там произошло. Сочувствие, извините, что потеряли вас. Неодобрение, забудьте. Сочувствие. Мы потеряли вас в тумане. Мне жаль. Эндрю это понравилось. Поэтому важно быть вместе. Это точно. Обезьяны, вместе сила.
Что там скрыто? Заверение, мы справимся. Пренебрежение, одно заверение. Вместе мы совсем сможем справиться. И Спасибо. Андрею это понравилось. Мне слегка полегчало. Ну, болото же, ну, самое натуральное. Там какой-то горбун из Нотр-Дама плавает. Ну-ка, тут можно что-то найти? Нет. Дальше. Ну-ка, давай, пошли все вместе. В группе, не разбиваемся. Еще домик чей-то. Историческое общество Little Hope представляет «Ведьма Эдмонтона». Пьеса Уильяма Роули, Томаса Деккера и Джона Форда. Исполняется в исторических нарядах в средней школе Little Hope. Суббота, 17 апреля, 7 часов. Встреча исторического общества. Это объясняет их старомодную одежду. Вы серьезно? Что? Историческое общество? Ну, конечно. Ну, пока по сторонам никуда идти нельзя. Коридор. Снова девчонка, да, наблюдает? Да. Девчонка наблюдает. Ну-ка, может, на тракторе доедем? Бабку только не возьмем с собой. Она противная. Вот так он идет обычным шагом. А вот так типа ускоренно. Но разницы особо никакой нет. Ого, там что-то впереди. Школа впереди. А куда? Идем уже. Согласен. Смотрите! Стой. Стойте. Стоп! Просто к сведению. В ужастиках именно так все и происходит. Согласен. Что нам теперь делать? Если бы эти инвалиды просто остались бы возле автобуса и ждали бы помощи или полицию, ну, такие, все, конец титра, сюжет не продолжается. Самоуверенность, я разберусь, нервозность, пожалуй, пора возвращаться. Давай, самоуверенность, очкарик-лидер должен. Я разберусь. Ждите здесь. Курс изменен. Джон поговорил с девочкой на крымском... накрытом мосту. Он же еще не разговаривал с ней. Стойте, я пойду с вами. Куда они собрались-то, я не понимаю. Эй, вы двое! Они просто ушли в туман. Хорошо. А я могу в другую сторону двинуться? Вот туда там был проход. Нет. Ладно, пойдем за девчонкой. Эй! Там есть кто-нибудь?
Кто-нибудь! Вон же фигура. Эй! Что за... Джон! Бабуля. Кто вы? Что вам угодно? Кто ты? Что ты здесь делаешь? Это двойник Бабкин. Так, Анжелу или Анжелу заинтриговал ее двойник. Нет, подождите! Не подходи! У этой больше морщин. Что за черт? Кто ты? Ты так... Это невозможно. Язык черен в обиняках. Я не поддамся на чары ведьмы. Боже, молю тебя, избави меня от видений. Любопытство, кто вы, агрессия, где мы? Какое отличие странное. Давай, любопытство. Этого не может быть. Не смей глядеть на меня. Ты мне не супружник. Вопрос, кто мы, это было любопытство, а где мы, это уже была агрессия. Странно вообще. Пойдем в город. Оп, и все видно. До него недалеко. И там мы скорее найдем помощь. Вы в порядке? Я не пойду в этот забытый богом городишко. Ни за что. Ты же была согласна. Почему передумала? Так. Настойчивость. Надо держаться вместе. Отражение Анжела не надо преувеличивать. Настойчивость. Я понимаю, вы напуганы. Но нельзя поддаваться страху. Анжела минус. Держимся вместе и следуем плану. Почему Анжеле-то это не понравилось? Ну, это понравилось кому-то другому. Можете засунуть свой план сами знаете куда. То, что мы видели, это слишком. Я никуда не пойду. Что там случилось? Из тумана появилась женщина, одетая как жительница Салема. Она что-то бормотала на непонятном диалекте. И что самое жуткое, она выглядела точь-в-точь, как я. Такое ощущение, что бабку будет спасти тяжелее всего. Такое возможно. Вы делаете из мухи слона, Анжела. С меня хватит. Похоже, туман не даст нам направиться никуда, кроме центра города. Туман решает, куда нам можно идти. Ну да. Хрен там. Поищу другой путь. Решительность. Давайте разделимся. Осторожность. Нельзя разделяться. Давай осторожность. Вы что, ужастики не смотрели? Никогда нельзя разделяться. Бля, и Тейлор. Тейлор это не понравилось. Я пойду туда и без вас. Может, разделяться все-таки не стоит, Тейлор? Туда я точно не пойду. Я с Джоном. Я с Тейлор. Серьезно? Вы пойдете с ней? Лично я думаю, это плохая идея. Ужасная. Я пойду с Тейлор. Одной тут оставаться небезопасно. У двух групп больше шансов найти выход. А мы ведь все этого хотим, так? Что ж, вы правы. Если выберетесь из тумана и найдете помощь, пришлите их в город за нами. Нас осталось двое. Рад, что вы со мной. Вы со мной. Мы вдвоем идем. Почему-то с Джоном улучшились отношения, хотя я даже не играл за Рыжего, по-моему. Вроде не играл. Ладно, мы вдвоем с профессором, остальные с нами не пошли. Почему так, непонятно. Но, как обычно в этих играх бывает, всю команду делят на части. Стойте. Потом обратно, потом Слышите? опять разделят. Вот он, очкошник. Он просто вдалеке увидел мужика в кепке и сразу же по тапкам вдарил.
Чё за жесть вообще? Он очень странный, аж перепрыгнул через забор, а если там пропасть была бы? То есть он мог убиться вообще просто из-за того, что он ссыкло. Курс изменен. Насколько? Эндрю увидел, как Винс проехал мимо крытого моста на велосипеде. Ну ладно. Ну-ка, за девочку. Мэри представила... А, ну это я видел. Вот это. Группа увидела, как девочка бежит от нее в сторону крутого моста. Как у нас дела? Замечательно. Норм. Это был просто старик из бара на велике. Старый пьяница. Где-то тут должен быть более легкий путь, ведущий на дорогу. Пойдемте. А вернуться на мост не вариант, что ли? Можете Подожди. объяснить увиденное? Подожди, Не подожди. уверен, что смогу. Но Он я только знаю, что шел за страшной девочкой ведьмами в туман время, что и в- по мосту. Но как только увидел мужика с велосипедом... По-моему, у него фобия на велосипеды. Только увидел мужика с великом, сразу же все. Он готов, я не знаю, был просто бежать без оглядки. Очень странный мужчина. А теперь они ищут дорогу в лесу. Хотя дорога вон там наверху. И оба прекрасно это знают. Вот здесь вот Что это? к фонарю идите, и все. И дорога будет найдена. Так, еще какие-то ведьминые записочки. Это не секрет. И ноги грязные. Подожди, а если еще раз осмотреть? Да что это за место такое? Ну, теперь ракурс камеры ближе, но все равно как секрет это не отмечается. Ну как, толстые дела у тебя? Вы в порядке? Интересно, где сейчас остальные? Похоже. Они заходят, мне кажется, все глубже и глубже в лес. Дорога была гораздо ближе, когда они катились вниз от моста, испугавшись велика. А сейчас они просто уходят глубже. И они сами разделились. И тут же очкарик спрашивает, куда же они пошли, бля. Действительно, Я куда же они плачу, пошли что мы все? с ними разделились. Я чувствую ответственность за всех вас. Вы мои подопечные. Как бы вы поступили на моем месте? Одобрение сохранял бы оптимизм, не одобрение. Хватит думать о себе. Ну давай, Рыжик поддерживает очкарика. Наверное. Это нормально. Сохранял бы оптимизм и пытался делать все возможное. Что-то я не уверен, что моих возможностей хватит, чтобы справиться со всем этим. То, что мы видели... Думаете, оно сверхъестественное? Неуверенность точно неизвестна, задумчивость похоже на то. Ну, я не знаю, мне особо оба варианта не отвечают. Ну, давай неуверенность. Нельзя утверждать, что именно мы видели. Джону это Я понравилось. так думаю. Даже если мы не можем объяснить произошедшее. Хотя мне был бы, наверное, больше импонировал вариант второй. Но очкарику это больше нравится. Не нужно сразу бросаться в крайности. Во время судов над ведьмами в Литл Хоуп было так же. Люди делали поспешные выводы, не имея особых доказательств. Подавленность, да, я понимаю, вызов это другое. Блин, ну давай подавленность. Такое ощущение, что рыжий прям стелится под ним. Понимаю. В любом случае, мы тут не за тем, чтобы подтвердить или опровергнуть существование призраков или чего бы там ни было. Нам нужно выбраться отсюда. А этот выбор вообще ни на что не влиял. Ну, окей. В принципе, со всеми у меня нейтральные отношения, но с Джоном чуть получше. Хорошо.
Вот здесь вот сейчас будет момент, который влияет у нас на события. Причем на концовку влияет, если я не ошибаюсь. Что за хрень? Стойте! Питер Гриффин этот вообще просто такой сыкун. Великов боится, какого-то шума малейшего. Бля. Блин, а я могу этот... Я случайно нажал. Нужно было QTE момент отыграть, я случайно нажал. Ну-ка еще раз. Выбор сцены. Примерно так, да? Заменить. Куда мы начнем? Рад, что вы со мной. Это верный выбор. Ну, тут недалеко. В принципе, я ничего не нашел там особого, так сейчас быстро отыграем. Там потому что вот этот кошка с этим моментом, Стойте. с домиком маленьким, это важно. Слышите? Я валяюсь с этого сыкуна. Как этому мужику, интересно, не противно на таком велосипеде ездить? Ну это же, блин. Норм. По-моему, к такому скрипу невозможно привыкнуть. Старый пьяница. Где-то тут должен быть более легкий путь, ведущий на дорогу. Пойдем. Пошли глубже в лес. Можете объяснить увиденное? Не уверен, что смогу. Но я знаю, что в Литл Хоуп были суды над ведьмами в то же время, что и в Салеме. Так, это мы дело посмотрели. Выходим. Видим это. Грязную ногу видим. Дальше. Я забыл, какие ответы давал, ну ладно. Интересно, где сейчас остальные? Угу. Похоже, это я виноват, что мы с ними разделились. Я чувствую ответственность за всех вас. Вы мои подопечные. Как бы вы поступили на моем месте? Так, вот тут сначала бы сохранял оптимизм, я выбирал. Наверное, сохранял бы оптимизм и пытался делать все возможное. Что-то я не уверен, что моих возможностей хватит, чтобы справиться со всем этим. То, что мы видели... Думаете, оно сверхъестественное? Тут неуверенность. Нельзя утверждать, что именно мы видели. И я так думаю. Даже если мы не можем объяснить произошедшее, не нужно сразу бросаться в крайности. Во время судов над ведьмами в Литл Хоуп было так же. Люди делали поспешные выводы, не имея особых доказательств. Тут подавленность нужно выбирать. Понимаю. Наверное, я не знаю. В любом случае, мы тут не за Вроде тем, да. чтобы подтвердить или опровергнуть существование призраков или чего бы там ни было. Нам нужно выбраться отсюда. У меня скромность поднялась. Не знаю, на что это влияет. Ну да. Главное опять случайно не нажать.
хрень? Стойте! Угу. И вот, мы здесь. Отвага выросла. Ну, нормально, пока вот за пацана хорошо идем. Здесь мы находим книжку «Современная магия и ритуалы» Рональд Нельсон. Чё? Современная магия и ритуалы служат подробным руководством по магии в эпоху New Age. Не путать с магией для фокусников, написанная для практикующих магов, желающих отточить мастерство. Эта книга подробно освещает все аспекты современной магии и предлагает читателям широкий выбор ритуалов. Открывать будет? Ага. Проклятие New Age. Неважно, верите ли вы в кармические последствия или нет, нельзя забывать об этом историческом аспекте применения такой магии, как проклятие или порча. Безусловно, они приводят к более серьезным последствиям, по сравнению с другими этически неоднозначными практиками, такими как привороты. Некоторые учения запрещают их полностью, другие разрешают использование только в целях самозащиты. Но прежде чем наложить вредоносное заклинание, практикующий должен задать себе ряд вопросов. Не зациклены ли вы на желаемых результатах? Если результат не оправдывает ваших ожиданий, вас могут ждать разочарование и депрессия. Вы применяете магию ради личной выгоды? Такие эмоции, как алчность или зависть, могут повлиять на магический процесс. Есть такое выражение: не выпустишь гранату, подорвешься сам. То же самое можно сказать и о вредоносной магии. Даже если вы не верите в правило 3, всегда лучше придерживаться золотого правила Рудольфа Штейнера. Каждый шаг в направлении познания высших истин должен сопровождаться 3 шагами в направлении совершенствования к собственной личности. Как достигнуть познания высших миров. 1904 год. Иллюстрация. Локон волос. Волосы живого человека могут использоваться в различных магических ритуалах, от приворотов до проклятий. Если смешать их с серой и закопать, можно нанести вред объекту. Но у нас разработчики сюжетно прям топят на то, что все упирается в магию и ведьм. Но история на самом-то деле вообще не про это. Угу. Здесь у нас будет лежать пистолет. Тот самый, который мы не раз видели в видениях. Его как бы можно вообще не находить. Просто завалить этот кутая момент с кошкой. Вот, и будешь без пистолета. Но с пистолетом, я думаю, интереснее все-таки. 4 патрона. Каждому по одному, если что. Курс изменен. Эндрю нашел в старой хижине пистолет. Он прям знал, куда идти. Этот пистолет, он влияет на сюжет. Причем очень сильно, по-моему. Ну, скажем так, разнообразнее сюжет становится. Угу. Опять куколки. Везде эти куколки сраные. Это театр Образцова. Кукольный театр Образцова. Профессор? Профессор уже нарезал. А как он, кстати? А, вон, тут он перепрыгнул. Бля, вот сыкло очкастое. Вот и вы. Причем в диалогах он всегда такой герой, там типа, блин, да мы должны держаться вместе. Да, я как бы лидер команды и все такое.
скрипучий велосипед или кошка, все, он первый бежит просто. Какая мразь. Раздражение, вы опять сорвались. Поддержка. С ума сойти, да? Поддержка, да. С ума сойти, да? Очкарику еще паники не хватало. Да, это ему понравится. Извините, что сбежал. Нервы совсем не к черту. Спасибо, что догнали. Что там было внутри? Иди посмотри. Заверение ерунда. То есть тем самым у нас Рыжик скроет то, что у него пистолет есть. Озорство. Оно было громадное и страшное. Но не будем мы его Ерунда. подкалывать. Не бойтесь. Не боюсь. Джону это не понравилось. Я что, во втором классе? Блин, я думал, это подойдет ему. Хотел его приободрить немножко, типа, Это да ладно, место с кем наш не шанс. бывает. Здесь должно быть радио или работающий телефон. Может, и водитель тут? Поищите, чем можно разбить стекло. Это полицейский участок. Держитесь рядом, найдите помощь в городе. Так он сам уходит от меня. Вот я не знаю, куда он ушел. Вот он. Он награду осматривает. Прикольно. Почему именно он меня отправил искать, чем разбить окно? Видение нашлось. То есть будет момент, когда, возможно, Рыжий, ну, скорее всего, даже Рыжий может помочь бабке. А где профессор-то? А, он другие кусты пошел. Ну-ка, что он вообще делает? Помощник херов. Как будто реально тут нету ни одного предмета, чем можно окно разбить. Вы издеваетесь, вон камней сколько. Ходит, что такое, кусты какие-то оглядывает. Блин, ну ладно. Да-да-да, берем камень. Я еще бы хотел осмотреться. Камень как камень. Катсцена. Я разобью окно. Без проблем. Я А справлюсь. сам он не мог это сделать? Раз так. Любой справится. Не любой. Попасть... Иди, говорит, ты мне на камень найди, а я стекло разобью. Странный мужчина. Окно с 10 шагов? Никто не промахнется. Если боитесь промазать, уступите место. У меня нет страха. Увидим. Можете помолчать? Ха-ха, страйк! Мы из вас еще вырастим спортсмена. Джону это понравилось. Бросок новичка? Я вообще не понимаю, о чем мне сейчас говорили, зачем. Ну, типа, блин, взял бы просто и камень бросил. Можно это окно было пнуть, кстати. Без камня. Проще простого. Я бы хотел еще дальше немножко осмотреться, но уже поздно. Меня не пустят туда. Дэниел, средняя школа. Ага. Ну, значит, они по-любому. Вот там то, что как раз перед мостом развилка была. Одни идут в полицейский участок, другие в школу. Вот. Школа была направо, полицейский участок, скажем так, ну, почти прямо. Две девчонки со мной, но давай посмотрим, можем ли тут что-то интересное. Все, туман. Дальше не вариант. Вот так. Так быстро и уверенно на меня шла, я думал, сейчас она мне подойдет, как треснет куда-нибудь в лицо. Я знаю, ты что-то видела. У тебя на лице написано. Не хочу обсуждать это. А вот чего я хочу, так это убраться отсюда. Анжела, кстати, ходит прямо, а вот это постоянно как-то вот дерганно ходит в разные стороны. С ней что-то не так. Что это за звук? Ерунда, уверен.
Так, сначала к табличке подойдем. И почему школу закрыли? Ну, закрыто. Верный вариант. Даже если ты перелезешь, у меня никак не выйдет. Я поддерживаю. Я не Обход. фанат школ. Все, пойдем. Вроде тут нет прохода. Кажется, я облажалась. Недовольство... Блин, я не знаю. Заверение мне тоже не особо подходит. Ну, давай его. Мы сами решили сюда пойти. Тейлор понравилось Пойдем другой это. путь. Возле забора ничего, да? Ну, тут закрыто. Дальше. Вот тут горела какая-то хрень. Конечно, его не продали. Кто захочет поселиться... Кто захочет поселиться в этой дыре? И там просто написано: продается земля. Вон девчонка стоит на мосту, ее что, никто не видит? Что за черт? Эй, ты, постой! План Little Hope. По-моему, там карта была другая. Ну, ладно. Мост Little Hope. Игровая площадка. Подожди, что-то как-то странно. У нас дети выходили со школы, переходили по мосту каждую перемену, чтобы попасть на игровую площадку через реку. Так странно. Почему на заднем дворе школы игровую площадку не построить? Ну тут тупик, давай осмотримся. Тут какая-то картинка есть. Что такое? Ну. Эта штука передвигается как девчонка из этого проклятия. Не заклятие, а проклятие. У него еще есть японский вариант. Че, никаких блестяшек даже нет. Удивительно. Вот там что-то имеется. И камушком кто-то придавили. Но, кстати, рисунок свежий достаточно. Не, как камеру не крути, все равно он этот, как секрет, это не видит. Блин, а в какой же тогда части нужно было прям в определенную точку посмотреть, чтобы как секрет определился? Это не могу вспомнить. Какая-то игра была. Может, в третьей части. Вон там! Эй, ты в порядке? Обеспокоенность кто ты, либо решительность. Ну, давай решительность. Вылезай оттуда немедленно! Это та девочка, которую вы видели с Эндрю? Одета по-другому. Не подходи близко. Я бы как Эрику Картману из Южного парка этой девочке руки бы не пихал на самом-то деле. Скажите, что мне показалось. Замолкните, я ему не дамся. О чем ты говоришь? Сгиньте, не то он найдет меня. Выходи, Мэри. Мне ведомо, что ты здесь. Прошу, не надо, пусти.
Отпущу, когда уверюсь, что ты не выдашь нашу тайну. Твои игры утомили меня. Ты уважишь меня и ничего не скажешь. Нет! Негодование, отпусти ее. Недоумение, что это? Негодование давай. Отпусти ее сейчас же! Тейлор это понравилось. Что сие за Как щелкнул это по лицу ей. Я тут ни при чем. Эми умеет творить заклятия. Она ведь якшается с дьяволом. Я видела ее в лесу и подле фамильяров. Я невинна. Я вызнаю правду так или иначе. Мэри сказала священнику, что не виновата, и свалила все на Эми. Кто такая Эми? Ладно. Иди за мной, девочка. Благодарю тебя. Умолкни, дитя. Ну и что это было? Девочка со священником. Мы видели ее с Эндрю. Она должна быть как-то связана с той другой. Да, верно. Я не пойму. Лучше уйти отсюда и подальше. Точно. Идем. В смысле, с той другой? Она, по-моему, они же, ну, это же одна и та же. Даже в видениях одна и та же девка. Ну-ка, крошки, давай-ка со мной. Пошли, давай. Еще видение. Берем. Опять видение про бабку, и, по-моему, это тот расклад событий, где бабка умирает. Ну, Рада, что если вот это произойдет видение, тогда бабка покойник. Это точно. Точно. Наверное. Нет, я думаю, что все-таки покойник. Мы к церкви пришли, что ли? Может, тут кто-то есть? Может, нам помогут. Пойдем туда. Помочь? Я думаю, выгоднее было бы пацану сначала спрыгнуть, а потом девчонок ловить на руки. Я помогу. Все, джентльмен помог. Вряд ли так мы выйдем из этого городишки. Дороги нет. Не знаю, куда она ведет, но туфли мои убивает. Куда-то она ведет. Бабка все за шмотки переживает. Серьезно? Не может быть сказать, ну, можно сказать, одной ногой в могиле, а бабка за туфли переживает. Так, сарайчик. Тут что-то секретное лежит. Камушки. Угу, секрет найден. Рунные камни. А другой можно взять? Нет. В карман бы положил, как трофей будет, и глядишь, этим камнем можно кому-нибудь в глаз запустить. Пригодится же. Хитрая бабка встала на ковер. Похоже, это был какой-то магаз. Магаз. Транспарант чей-то. Ну да. На один секрет. Остановим закрытие фабрики.
Тут прям все блестит. Ну давай, короче говоря, начнем вот оттуда. Раз уж бабка там внимательно стояла, смотрела. Тут ничего. Потом она смотрела вот на палку. Иди сюда, посмотри. На один секрет. Надежда для Little Hope. Карверы хотят закрыть неразборчиво фабрику и продать землю неразборчиво. Приведет к и уничтожит сообщество. Профсоюз вынес предложение по спасению фабрики и нашего города. Подпишите нашу петицию, чтобы убедить семью Карверов принять предложение профсоюза и отменить свое решение. Подробности можно узнать у работников почты или в городском управлении. Граждане за Little Hope и Артпа. Ладно. Дверь будет закрыта. В обход пойдем. Найдем другой путь. Я только не помню, чтобы забраться в магазин, надо вот эту, да, ящик подвинуть и через вот это окно. Но для начала давай вот так попробуем. Ну что? Подсади. Схвачу лестницу. А я думал, ящик надо все-таки двигать. Ладно. Серьезно? Полезешь туда? Ага, давай сначала я. Нетерпение. Лучше есть предложение. Ну, давай решительность. Я залезу, осмотрюсь. Если все чисто, выйду через дверь. Не знаю. Мне не нравится идея торчать тут в одиночку. Заверение. С тобой будет Анджела. Порицание. Ну, давай заверение. Ничего. С тобой будет Анджела. Ты только не сильно там шопингом увлекайся. Ей это понравилось. Обещаю. Дай телефон. Зачем? Фонарь. Там темно. Давай быстро. Бросай. Внутри! Там безопасно? Вроде бы. Интересно, если бы он ящик на, ну, низу там подвинул, получилось бы туда в магазин залезть или нет? Записочка, давай. Убрать со склада. Вступает извещение о закрытии. Вступает в силу 28 июня 75 год. Хотим уведомить вас, что в субботу 28 июня магазин закрывается. К сожалению, из-за снижения выручки после закрытия фабрики мы не можем продолжить торговлю. Тем не менее, Визман Март благодарит всех своих клиентов за поддержку. Искренне ваш Шмидт и Лдэш, управляющий. Убрать со склада закуски, журнал, алкоголь, оружие, табак, бензин, масло, яйца, ну, разное. В принципе, тут и все. Ну, сейчас, наверное, пока спускаемся, кремерочек, наверное, будет какой-нибудь. Но здесь явно не пройти, но попробуем. Давай сначала, наверное, вот в эту комнату, а потом спустимся ниже. Тем более это кладовка. Тут она должна быть тупиковой. Еще одно видение. Кто-то берет нож. Газетеночка. Октября 73 года. Местный священник арестован. Священник епархии
Плезант Ривер был арестован после жалоб на него проведения со стороны обеспокоенных родителей. Арест был произведен, когда выяснилось, что священник предположительно проводил сатанинские мессы. Свидетель заявил, что проповедник церкви Святого Давида в Литл Хоуп не сопротивлялся аресту, когда его выводили из дома. Капитан Дэниел Магуайр подтвердил, что преподобный Карлсон, 42 года, содержится под стражей в полицейском участке Литл Хоуп в ожидании обвинений. Представитель церкви Святого Давида заявил: «Я никогда не видел, чтобы Святой Отец сделал что-то неподобающее. Его увлечение колдовством было чисто академическим, и он часто предупреждал родителей о духовной опасности оккультизма». Еще один свидетель, пожелавший оставаться анонимным, утверждал, что проповедник ни в чем не виноват. «Эта девчонка любит оказываться в центре внимания, и я уверен, что она и все выдумала». Другие прихожане поддержали его в этом. «Преподобный Карлсон хороший человек, добрый христианин», говорит мать 3 детей. «Не могу поверить, что он способен на такое. Он хорошо относился к нашей семье. Эти обвинения — ложь. Офис окружного прокурора не ответил на наши звонки. При обращении представитель епархии Плезант Ривер отказался давать комментарии, но отметил, что...» Почему-то он газеты не дочитывает. Там же ее перевернуть можно, да и все. Ладно, священник, который эту девчонку оккультизму, скорее всего, научил, которая в доме-то сгорела в прологе, его потом посадили. Эй! Есть кто? Я что-то... Я что-то не разглядел, там фонарики, что ли, на полу лежали? Вообще, кстати, этот поход в магазин, в принципе, вообще ни на что не влияет. Если ты запарываешь этот кутуя момент, у тебя просто полка, по-моему, падает и все. Ну, тут в магазине ничего вообще на самом деле не находишь. Ничего у тебя не происходит. Тут просто сцена ради сцены. То есть зашел в магазин, ничего не взял, ничего не получил. Крысы пошалили, ты их послушал, короче говоря, все. Тянут время. Не пролезть. Тут окно заколочено. Любопытство, как ты сюда попала. В смысле, она еще никуда не попала. Потрясение. Давай потрясение. Ты меня напугала. Тейлор это не понравилось. Специально. Как там дела? Крысы составят мне компанию. Встревоженность меня это место пугает. Давай юмор. Я тут не один. Че А с нагнетать? пушистыми друзьями. Тейлор понравилось Не это. бойся. На вид они сыты. Иди ко входу. Я тебя встречу. Побыстрее, ладно? Нам бы хотелось отсюда уйти. Конечно. Я не знаю, тут в принципе все в округе заброшено. Никого тут нету. Ломайте двери, крушите окна. В чем проблема? Но никто не наругает. Сейчас. Уже иду. Можно это вандализмом заниматься. Сколько влезет. Телефон. Он, естественно, не работает. Пусть хоть тут повезет. По-моему, единственное, где есть электричество, это в баре. Одна лампочка горит и все. Давай, еще здесь блестяшка какая-то. Что это такое? Фиг. Папа номер 1. Брелок. А зачем он с собой-то его взял? Он что, папа номер 1? Зачем ему этот брелок?
Сюда попробуем. Подожди, или я отсюда пришел? Да, по-моему, я отсюда пришел. А нет, стой, я запутался. Да, отсюда я пришел. Вот здесь он говорил про крыс. Стоял тут, ссался, боялся вот здесь на повороте. И теперь надо выходить и топать вот сюда. Да хватит уже! Иду я! Торопыги какие. Подожди, вот тут можно пройти? Нет. Анджела? Как это... Черный ход закрыт. Тебе тревожно? Скажи, что творится? Скоро за мной придут. Утихни, жена. Кто придет? Обо мне судачат. Сочиняют наветы. Какие там могут быть наветы? Сказывают, будто я в союзе с дьяволом, будто повинна в колдовстве. Но то бессмыслица. Кто скажет такое? Да откуда ж мне знать? Уйти, либо противостоять. Блин. А что если уйти, допустим? Тебе ведомы слухи о моей Прошу, жене сэр, не Эми? отворяй эту дверь. Не дай им забрать меня, молю тебя, муж. Я же вроде как привидение, правильно, в этих видениях? Я не должен влиять на события, наверное. Наверное. Я прибыл арестовать твою жену. Вот постановление. Моя жена ни в чем не повинна. Видели, как она толковала на иных языках? Кто ее обвиняет? Мэри. Слово «дитяти» вершит судьбу моей жены. Ты отдашь себя в руки маршала для твоего же блага. Я отправлюсь с вами. Я не могу ее покинуть. Сим действием ты жене не поспособствуешь. Доверься правосудию. Отринь страх. Я сумею все исправить. Я не знаю, что бы произошло, если бы я противостоял этому диалогу или мужику как-то. Не знаю. Ну и где ты был? Ну, когда я первый раз ее проходил, эту тетку у этого дядьки забрали. Все равно. Она типа должна была вроде как под суд попасть. На тебе лица нет. Ты еще что-то увидел? Нерешительность. Там были Джон и Анджела. Задумчивость. Они видели и слышали меня. Блин. Давай нерешительность. Ты не поверишь, но я видел людей, похожих на профессора и Анджелу. И на Джона? Похоже, они были женаты, либо двойника Анджелы арестовали. Озадаченность давай. Мне показалось, они женаты. Знаю, я паршиво выбираю мужей, но... Угу. О боже. Двойник Джона и двойник Анджела мутили? Помолчите, барышня. В какое стрёмное говно мы тут вляпались. Мы облажались. Вместо того, чтобы выбраться из сраного города, снова оказались в его центре. Они же как раз шли в город. Они же собирались не пройти сквозь город, чтобы оказаться за пределами его. Они как раз шли в город, чтобы вызвать помощь. Они не хотели мимо него пройти. Окей.
Что скажете? Сомнение, все заброшено, оптимизм. Давайте осмотрим. Давай оптимизм. Оглядимся. Поищем что-нибудь. Джону это понравилось. Мы уж вернемся из Литл Хоуп, пока остальные еще разгуливают по лесам. Что-то не так? Да, это место почему-то мне кажется знакомым. Эти захолустные участки все одинаковые. Рыжий до сих пор молчит, то что у него пистолет есть с 4 патронами. Тут Хитрый. где-то должен быть телефон. Хитрый маленький гаденыш. Ну, давай еще повнимательнее здесь осмотримся. Это кухня, да, какая-то? Ну, автомат с кофе стоит, вижу. Хотелось бы все осмотреть и не уйти по сюжету. А куда очкарик-то утыкал? Он туда вот пошел. Давай тогда здесь смотреть. Нет. Подожди, а если давай... Здесь раздевалка. Это... Кружочек свежий. Рейнольдс. Полицейский участок. Нашивка. Она, скорее всего, из картона, как у агента Дуфи. Сколько проходов-то до хрена. Ну, давай, заходи. Палочкой кто-то закрыл надпись. Это что написано? Секрет. Я все потерял. Но обычно в полицейском участке же долго не могут тебя держать. Тебя должны обязательно куда-нибудь отправить. Люди не сидят в тюрьме, как в тюрьме. В полицейском участке. Очкарик, двинься, дай пройти. Тесно. Перед сюда надо идти вот сюда по прямому. Подожди, тут еще развилка. Ищите. Ищите? Он со мной на вы? На один секрет. Литл Хоуп, почетная грамота, выдана полицейскому участку Литл Хоуп 16 января 1972 года. Офицеры Джордж Рейнольдс и Эрни Хоффман получили звонок о пожаре в жилом доме. Это вот, который был в прологе. Они добрались до места раньше пожарных и, не беспокоясь о собственной безопасности, бросили на помощь оказавшейся в ловушке семье. К сожалению, огонь не позволил им попасть внутрь, и почти все члены семьи погибли. Тем не менее, мэр, шеф полиции и общественность благодарят полицейский участок за верность долгу. Ну да, так-то вся семья сгорела, вот только один спасся. Им грамоту дали, аж на стенку приколотили. До хера этих комнаток маленьких, а? Раз. Вот говно. Ну да. Думал, что это выход. Нет, это вход. Ну, помешает сделать скрутку, серьезно. Можно попробовать хотя бы. Если питание у рации есть, то запросто. Я не знаю, это сюжетный выход или нет, но закрыт.
По-моему, если не ошибаюсь, они отсюда позже будут выбегать. Или с той двери. Как-то надо кат-сцену запустить. Так. Вот. Смотреть. Тюрьма Старая Ведьма. Построена в 1692 году во время судов над ведьмами в Литл Хоуп. Многие из обвиненных были заключены здесь. А зачем эта рамка висит в полицейском участке? По-моему, такие заведения должны быть всегда более атеистичны как-то, я не знаю. Ну, по крайней мере, нейтрально как-то. Так, блин. Тихо, а я могу выйти? Надо аккуратно, не запуская кат-сцену, это сделать. Вот, отлично. Я хотел на кухню сначала, или что это, столовка какая-то. Вот сюда сначала сходить. Тут какой-то секретный предмет. Я не знаю, влияет он, нет? По-моему, нет. Но возьмем. Ну, а что ты не взял-то? Чик. Бабке подарим его. ТК. Трудовой кодекс. Сокровища хиппи. Это все, что здесь можно было найти? Понятно. Бесполезняк какой-то. Ладно, пойдем к телефону. Вот телефон запускает как раз кат-сцену. И потом они должны вроде в ужасе выбежать с этого полицейского участка. Что-то такое. Тут он может подойти. Все, кроме телефона тут нечего делать. Увы. Ладно, давай телефон. Угу. У нас победитель. Вот телефон. Кстати, хочу обратить внимание то, что весь телефон, один телефонный аппарат на весь участок, что ли? То есть, почему они другие телефоны не нашли? Это может быть выход. Гудка нет. Черт! Ого! Эй! Полегче! Толстый психолог. Кажется, я понял, в чем дело. Поделитесь, пожалуйста. Кабель не подключен. Тут где-то должен быть кабель. Да ладно. Просто телефонный аппарат стоял тут, и все заходили в эту комнату просто посмотреть на него. Так а что, мне сейчас действительно нужно кабель искать? Да? А где он? Что это? Какой резкий звук был. Я аж дернулся. Телефон бескабельный звонит. Мобильный практически телефон. Как думаете? Ответить? Да, давай. Я справлюсь. Дайте я. Осторожно. Спокойно, профессор. Да, ну вроде трубки не убивают. Я не должна быть здесь. Что-то слышно? Женщина. Она очень расстроена. Поговорите с ней. Узнайте, где она сейчас. Ну, хоть что-то, что поможет ее найти. Не всем в Литл Хоуп потребны. Вопрос, как вас зовут? Нетерпение, я могу помочь. Давай вопрос. Скажите, как вас зовут? С кем мы хотя бы разговариваем? Возникли мужчина и женщина. Я не приметила, как они подошли, и испугалась. Я их не знаю. Их одеяния и говор были мне незнакомы. Суть их речей я не уразумела. Это бабка говорит, которая в видениях является типа в прошлом, когда вот это была охота на ведьм. Я не ведаю, откуда мужчина
Заверение давай, я вам помогу. Ничего. Я помогу вам, если смогу, только скажите ваше имя. Меня ложно обвиняют в злодействе. Отпусти! Чё орать-то, я не понимаю. Вроде все в сборе. Подойди и услышь меня. Ежели поведаешь о нашей тайне, вечные муки ожидают твою душу. Ты ведь разумеешь, не так ли? Злые слова не покинут мои уста. Или хоть слово, хоть полслова молвишь об иных делах, я приду к тебе во мраке самой темной ночи и навлеку ужасное возмездие. Преподобный, пора начинать. Минуло много времени. Ступай к родным. Я призываю суд и доброго судью не поддаваться на уверение обвиняемой. Дьявол – отец лукавства. Все его слуги рядятся в невинность. Иного им не дано. Смиренно клянусь перед Богом. Не совершала деяний, в коих меня обвиняют. Замолкни, Эми. Ну и что нам делать? Опасения, наверное, давай. Надо сидеть тихо. Просто посмотрим. Да, мы должны смотреть и никак не влиять на события, не шуметь и не привлекать внимания лишний раз. Узнаем, что будет. Помилуй, преподобный Карвер. Но я не верю, что соседи мои, кто знает меня, скажут супротив меня. Им все ведомо. Ведома моя добродетель. Я не попадусь в паутину твоей лжи. Дьявол укрывается там, где его ждут менее Моя всего. жена не игрушка дьявола, преподобный. Молю суд простить, но от слов не откажусь. Моя супруга невинна. Я призываю досточтимый суд оставить без внимания речи мужа, чей дом сплошь пропитался серным зловонием. Подойти и за девчонкой давай к девчонке подойдем. Пусть это Джону не понравилось. Вынеси вердикт без дальнейших отлагательств. Не то мы позволим силам тьмы злой волей склонить решение себе на пользу. Нет! Мэри? Мэри, сестра, что с тобой? Что за... Не вмешивайтесь. Блин. У Мэри случился припадок во время суда над Эми. По-моему, что-то не то. Ну ладно. Значит, я не должен был к девчонке подходить. Что сотворила ты с чадом? Ты вовлекла невинное дитя в сговор с дьяволом. Бедняжка словно одержима. Твоих рук дело. Это ложь, преподобный. По что ты так не взлюбил меня? Мы узрим всю правду. Эми, коснись Мэри. Поглядим, что будет. Ежели я прав, твоя длань исцелит ее от напасти. Что с тобой? И докажет суду, что ты ее околдовала. Давай ярость попробуем. Оставьте ее! Чьи слова? Кто здесь? Боже, храни нас. Помоги мне. Они среди нас. Хозяин тебе не поможет. Все кончено. Они среди нас. Интересно, вообще влияет ли как-то на живучесть персонажей вообще вот эти вот выборы во время видений? Ну это же все-таки видение. Основные-то персонажи во время этого, ну, никак не страдают. Они среди нас. Нужны ли еще доказательства тому, что дьявол поселился в Литл Хоуп? Молитесь же, ибо дьявол ныне подле вас. Любовь Господа спасет нас.
Скорее всего, выборы во время Что это было за... вот этих видений влияют, ну, на концовку точно они должны как-то влиять, но что-то я пока не понимаю, в чем развилка. Это взаправду? Казалось чертовски реальным. Серьезно? Но суды над ведьмами были сотни лет назад. В основном более 300 лет назад. Как мы тогда это увидели? Боюсь, я не способен это объяснить. У этой девочки был какой-то припадок. Как думаете, в чем дело? Озадаченность. Эта девочка была в лесу, напряженность и испугался. Ну давай озадаченность. Я знаю эту девочку. Это ее мы с Анжелой видели в лесу. Очень часто женщин обвиняли злонамеренно. Завистники или же гнусные лжецы, как эта девочка. Всякие подонки, которым лишь бы испортить жизнь своим соседям. Возмущение, она просто ребенок, решительность, согласен. Я уже не помню, что он говорил. Давай решительность, хрен его знает. Согласен. Девчонка точно знала, что делает, когда подставляла Анжелу 2.0. Женщина... Эндрю согласился с Джоном, что Мэри отчасти виновата в состоявшихся судах. Ну, допустим. Судили. Я видел ее на перекрестке. Озадаченность. Ее муж похож был на вас. Печаль. Она была в дерьме. Ну давай озадаченность. Я еще кое-что заметил. Ее муж был похож на вас, профессор. Да, блядь, они там все друг на друга похожи. И Тейлор. Да что все это значит? Кто это? Эй, профессор! Вы там? Ладно, идемте. Мне что помнится, что они выбегали прямо из этого участка. Не получается дверь открыть. Или я путаю, может, что-то. У нас тоже. Похоже, заперто. Давайте все наляжем на ручку. И 3, 2, 1. Будет прикольно, если они все толкают в одну и ту же сторону. Тейлор. Профессор. Нашли что-то, что нам поможет? Ничего, что могло бы помочь. Ну вот, глянь. Прикольный. Поверить не могу. Я видел этот брелок во сне. А я что-то не помню этот брелок. Странно. Не только странно, но и важно. Знать бы, почему. Я не помню этот брелок. Вы как? Супер. В чем дело, Джон? Да что с тобой? Мы видели, как суд приговорил двойника Анжелы к смерти за колдовство. Окей, что теперь? Ну, мы уже проверили пару мест и ничего не нашли. Кроме кучи поводов обратиться за помощью к психиатру. Забудьте о том, что произошло. Если мы и найдем помощь, то только там. Правда? Забудьте, что произошло? Тут уже на окраине адская дичь творится, а вы предлагаете отправиться прямо в ее эпицентр? Может, мы лучше сначала разберемся, в чем причина всей этой херни? Надо узнать, что грозит этой женщине. Ну, какая в жопу адская дичь. Они увидели несколько видений, да крыс каких-то бегающих. Больше ничего такого особенного. Причем они на эти видения особо-то не влияют. То есть они в них участвуют, но никак не влияют на события в этих видениях. Они там просто как призраки стоят. О, что происходит? Что же происходит? Происходит-то что? И все, в принципе. А тут уже какая-то адская дичь. Мы уже в центр не хотим идти. Они телефон вообще ищут. Идет с ней дальше. Идея неплохая. Но как мы сможем это узнать? Туда мы уже ходили. Возможно, ответ скрыт в одном из неизведанных направлений. Ну точно. Ну что ж. Ну вообще, если в городе света нет, я не знаю, что они вообще ищут.
Там кроме бара лампочек нигде не горит. Что, если я как-то связана с этой женщиной? А если она умрет? Что тогда будет со мной? Заверение, это женщина, нет ты. Озадаченность, у меня нет ответа. Заверение. Давай заверим бабку. Ни хрена не понимаю, что происходит. Анджела Я это знаю, понравилось. эта женщина, не ты. Ну, то, что они, да, то, что они похожи, это ни на что не влияет. За рыжего играем. Ну, давай вот здесь осмотримся. Держитесь рядом с остальными, следуйте по дороге в город. Ну, подожди еще. Может, тут какие блестяшки есть. Чик, пусто. Ну, только вот это можно осмотреть. Статуя, у нее голова отвалилась. Или Джонсон. 1836-1858. Молодая многообещающая писательница, которая трагически погибла после написания своего первого романа. Странно. Памятник возле жилого дома ставить. Посреди дороги. Здорово, Альфа. Так. Чик. Слава рок-н-роллу. Просто плакат. Ого. Посмотри-ка. Он Чё, похож на, поверишь? на вот этого. Ого. Он мой двойник. Это Даже уже двойник? нифига не смешно. Мое мнение, стоит ли покупать Helldivers? Да, я думаю, стоит. Хорошая игра. Тем более, там у нее дорожная карта вроде неплохая. Скоро технику будут добавлять. Я сейчас немножко тоже перерывчик сделаю, да потом продолжим в нее играть. Отличный шутер, кооперативный. Ой, оптимизация хорошая. Ни хрена не вижу. Боже! Вода черная. Не хочу к ней приближаться. Итак, кто первый? Профессор, вы твердите, что вы главный, так что... Он главный ссыкун среди всех, кстати. Ладно. Ну да. Курс изменен. Джон первым отправился через разрушенный мост. Как будто у него был выбор. Ну окей, ладно. А это безопасно? Заверение, мы тебя не подведем. Нетерпение, меньше слов, больше дела. Ну давай заверение. Не бойся. Мы с профессором тебя быстро переведем. Рыжий должен это, как Ну его, да, поддерживать всех. Вас переведем. Но 44-летний профессор на поверку оказался самым, по-моему, мягкотелым среди всех. По-моему, у бабки и то больше мужества. Туман всех закрыл. Снова нас поделили. Что же делать? Медлить нельзя.
году 1692 мы собрались, дабы засвидетельствовать праведную казнь. Нет! Эми признана виновной в связях с дьяволом и будет утоплена как колдунья. Помолимся за упокой ее души. Я не делала дурного. Я не ведьма. Я не заслужила смерть. Молю тебя. Не знаю, могу ли я повлиять на прохождение казни, ну, типа, она может быть вообще случиться, ну, возможно, не может. Не знаю, или она должна быть по сюжету всегда, эта казнь. Я не знаю. Но в прошлом прохождении она у меня тоже была казнь. Знаю, как помочь! Скажите, что сделать! Молю, сэр. Смилуйся. Спаси. Ну, так они сейчас опять ее обвинят, то, что она с кем-то разговаривает. Дьявол подле нас явился к своей слуге. Он освободит ее от цепей. Айзек! Ну, в принципе, ей особо терять тоже уже нечего. Она и так уже одной ногой в могиле. Воля суда должна быть исполнена, покуда не поздно. Дьявол дает ей силы. Свяжите ее покрепче. Вы не вправе. Айзек, Я невинна. исполни волю суда. Молю. Отправь ведьму к ее хозяину, покуда он не пришел за Поздно. нами. Литл Хоуп не спасти, он погряз во тьме. Но в том повинно не колдовство или пришлые демоны, он гниет изнутри. Загадки тебя не спасут, женщина. То не загадки. У дьявола много обличий, кому как не тебе знать. В Литл Хоуп он скрылся под покровом невинности. Под личиной дитяти, обвинившей меня. Пока Мэри жива, Литл Хоуп не обрящет спасение. Вот твое зло, преподобный, меж вас самих. Айзек. Кстати, у нее руки свободные, что мешает ей попытаться всплыть? Или проползти по дну? Может, где-нибудь дальше там можно выбраться? Ясно, ну минус бабка в видениях, но не минус бабка в реале. Хорошо. Вон она ползает, все с ней в порядке. Что там было? Ну же! Печаль, не знаю, как сказать, неуверенность. Я не уверен. Ну да все он уверен, и все он видел. Не знаю, как сказать, давай Не так. знаю, как сказать, что я увидел. Вашего двойника в цепях столкнули в реку. Утопили. Ну вот она и всплыла, собственно. Как поплавок. Ну, все в сборе, все нормально. Ладно, я первый. Ладно, вы двое, спускайтесь. Такая высота странная у моста. Зачем его в принципе можно было делать? Тоже недалеко вроде до земли. Что это за тварь? Что это такое? Убегай! Бабуля. Бегите! Валите оттуда! Осторожно! Черт! Не бросайте меня! Сука! Помогите мне! Сейчас, сейчас! Бабку. Бабку надо Я спасать. вернусь за вами, Джон! Держитесь! Ну же, хватай мою руку! Вот. Это у нас
Работало в данный момент видение, которое я находил на открытке. Подпрыгни и хватайся! Оптимизм, я верю тебе, конечно. Ладно, я верю тебе. Ну все, типа спасли ее. А это двойник Бабкин. Типа, этот двойник не будет трогать очкарика. Он будет бабку трогать, потому что это ее двойник. А мне вот интересно, в чем же секрет этой части. В чем заключается вот этот вот Curator's Cut? Почему он от каноничной версии игры отличается? Это вот первый интерес. И у меня не получалось всех спасти. Я не знаю, может быть, это дело в том, что ты когда в видениях что-то не то выбираешь, и поэтому у тебя не все выживают. Хрен его знает. Но, по-моему, у меня в конце, по-моему, то ли один человек спасся, то ли я вообще никого не спас, я не помню. Вроде никого не спас. Но от этой бабульки в цепях, в принципе, можно было пешком убежать. Да, судьба Анжелы была на волоске. Ее чуть не постигла участь хуже. Да, пока все живые. В смерти нет. Ничего такого ужасного. Отлично. Поначалу же во всех частях антологии, если ты... Поначалу вообще, в принципе, никто не умирает, но, как правило, какой-то небольшой выбор влияет... Ну, выбор, который был в начале, влияет на концовку. По-моему, в данный момент это выпить в баре или нет, если я не ошибаюсь. Или с пистолетом дело. А потом во всех играх ты персонажей в основном теряешь только в конце, ближе к финалу. Да, про маньяка Devil in Me. Это потом. Сначала это, потом House of Ashes. По порядку, как выходили, так и будем проходить. Вот. После, по-моему, вот этого ролика, где Storyteller сейчас потрещит. По-моему, после вот этого момента мы можем терять уже персонажей. Либо в самом конце только их теряешь. Точно не помню. Пока обошлось без жертв, все могло обернуться иначе. Учитывая, как поднялись ставки, то да, видел про мог космос. Спасти кому-то жизнь. Не так ли? Или отнять ее. Эндрю лишнего не болтает. Разумно. Себя надо беречь. Так? Что за игра? Привет. Little Hope. Игровое кино. Или вы поддерживаете теорию Дэниела, что все они мертвы? Вот смерть пришла, но сон мой не прервался. О, что за буря поднялась в душе! Мне снилось по безрадостной реке угрюмый лодочник. В стихах воспетый меня повлек в обитель вечной ночи. Думаю, это возможно. Может, водитель что-то прояснит? Вам, наверное, совершенно ничего не понятно. Двойники, призраки, ведьмы, демоны и смерть. Что, скажите на милость, может связывать все эти души? Думаю, мы это выясним. Угу. Я получил разрешение дать вам одну подсказку. Ну, как показывает практика, его подсказки не помогают. Ну, давай послушаем. Ну что ж, мы с вами еще раз обратимся к Барду. За тайным.
наставлений. Я встречал его, да. Я же встречаю всех. Акт 5, сцена 1, в которой Клеомен умоляет Леонта простить себя за смерть Гермионы. Пора вам поступить как небо, которое простило вас. Забудьте то, что позабыли боги. Идите же. Вам нужно продолжать, как бы ни было страшно. Угу. Ну, в принципе, что, пол игры так-то пройдено. Пол игры пройдено. Сейчас как раз начинается глава, где мы можем уже терять всех персонажей. То есть вот с этой половины игры мы можем уже терять персонажей. Мы это дело продолжим на следующем стриме. И запустим мы его минут через 10-15 где-то. Сейчас я тут схожу, кофейка себе налью, да, подразмяться чуть-чуть. Вот, сейчас я стрим еще один запущу, и сегодня мы эту игру закончим. Вот. Ну а пока, спасибо за просмотр, лайки ставьте, комментарии пишите. Сейчас подключим еще один стрим. Заходите, буду рад. Давай. Сейчас пойду.